Ну что, сегодня на болото? Сегодня на болото? Какие? А, ёб, точно. Я ж в голосовании болото эти никчемные включил. А чё, не нужны? Ну, типа, не очень. Блин. Ну, прикольно, я там не был уже давно. Может, что-то выросло. Друзья, всем огромный привет на Ютубе, на Рутубе и, конечно, на ВК. Голосование продолжается, стартует строго перед стримом, да, чтобы все-таки, кто на стрим приходит, больше процент учитывался голосов, скажем так. Вот, ребят. Завтра у нас видосик будет прикольный, не новичка, ребят. Завтра будет Шансомат, подробный разбор. Нормальный разбор, нормальный, понимаете? Минусы, плюсы. А не вот это вот ее паника и вопли, визги. Эй, какой он дорогой, какой недорогой. Он очень прикольный. Из всех, значит, из всех абсолютно декоров, я его выделяю пока как номер 1. Почему? Блин, если вы хай-левел, вы поймете, да? Он дает возможность добывать чертовые модификации на дрон. Почему чертовы? Потому что когда ты выбиваешь первые 5-10 модов, у тебя все так гладко. Но потом, где-то после 15-й модификации, а у тебя еще самые ценные не выпали тебе, ты реально будешь по 15 раз транспортный хаб зачищать ради одного шансика. Вот этот шансомат дает тебе этот шанс. Без 15 зачисток. 1400 крышек и готово. Поэтому нубы не поймут. А нубам просто дополнительная халява каждый божий день за всякое говно. Из говна и палок лепят тебе УЗИ автомат. Я просто видел, что есть люди, которые там вообще
с пеной у рта усираются, какой он отвратительный. Я думаю, ёп, как вы так играете? Ну вот честно, вот без шуток, как вы так играете? Смотрю в книгу, вижу фигу. Да, как говорится. Вот, ребят, в общем, голосуйте. Транспортный хаб. Куда идем и какой челлендж будем выполнять? Значит, куда идем? Транспортный хаб, события ведьмы и лепрекона, классика бункер альфа и болотный регион. Я проголосую за транспортный хаб, потому что там дрон раскроется на все 100%. У нас болото побеждают. Блин, грязь. Видар, спасибо тебе огромное в очередной раз за поддержку, за донат и за первый донат на стриме. Привет, Харди, привет всем. Не ходи на болото. Нет. Ну, это как уже... Ну, я понимаю, кто голосует за болото, посмотреть хоть, чем устроен этот мир, да? Ну, сходим. Ребят, напоминаю, первый пункт вот этот. Мы на стриме можем все успеть сделать. И туда сходить, и туда, везде, да, побывать. А вот челлендж выполняем один из 3. Но у нас субботний стрим, поэтому я постараюсь выполнить больше челленджей. И вот, значит, у нас какие голосования. Дрон и верный друг весь стрим. Что это значит? Это значит, я не действую. Я вообще не играю. Ну, вы поняли, да? То есть дрон и верный друг будет все сносить. Я буду просто стоять рядом и наблюдать, как это будет происходить. Верный друг бункер альфа. Только верным другом. Ну, то есть это челлендж конкретно верному другу посвящен, да? Что бункер альфа полностью рвем с верным другом. Я не дерусь. Ну и дрон... Транспортный хаб только дроном. Я не дерусь, верного друга с нами нету. Только дрон расстреливает транспортный хаб. Вот такие челленджи, на мой взгляд, очень даже прикольные получились, ребят. Вот. Это вот то, о чем я и говорил, да, показать вам, значит, потенциал вообще. Что эти ребята способны, на что они способны, и надо ли вообще их прокачивать. Блин, сегодня мне, кстати, человек один задал такой вопрос интересный. Ну, я так подозреваю, это новичок, который никогда не играл в игру, да? Он меня спросил, а в чем смысл этой игры? Я просто, когда такое слышу, я подоплеку какую-то сразу вижу. Смысл выживания в зомби-апокалипсисе, все. А какой еще должен быть ее смысл? Всем привет, отличного настроения. Но в наш край наконец тепло пришло. Ничего себе, плюс 20. Да, сейчас везде теплеет. Бравирка, спасибо огромное в очередной раз за поддержку, за донат. Ребят, напоминаю, розыгрыш у нас по Гримсолу закончился. Я жду, господа, ваш выбор и ваши ID. Вот. Не обижайтесь на меня, ребят. Розыгрыш по Лаздею я просрал. Почему? Блин, у меня сейчас интернет работает как попало, да? И Discord, соответственно, не загружается. И я, когда его не вижу, я пропускаю. Ну, уже все, поздняк метаться, да? Я уже не могу вернуться в розыгрыш. Вот. И что? Я сейчас кардинальные меры предпринял, значит, чтобы больше такого не повторилось, да? Нужен очень жесткий, хороший, качественный VPN. Вот. А мог и не говорить. Мог, но я не могу так утаивать. Вот. Поехали, ребят, поехали. Прежде чем челлендж начнем выполнять и... Кстати, а челлендж-то чё? Давайте верный друг Альфа я проголосую. Почему? А я еще ни разу даже... Не, весь стрим дрон и Альфа, да? То есть я не буду руками ничего делать. Ну, то есть я буду стоять, бегать от них. Даже лещами бить не будем. Да, красавчики. 62% проголосовали за дрона и ее верного друга. Чикарно. Ребят, ну, как бы, да, все, этот челлендж и выполняем. Значит, те два другие, они идут лесом. Хотя мы можем на транспортный хаб пойти и забить, короче, да, на верного друга. И пускай порвет чисто дрон. Ну, не знаю, мне кажется, да, вот, который вы выбрали челлендж все-таки прежде всего, тот ее рулит у нас, тот и играет. Значит, мы все оставляем дома, ребят, сразу. Чтобы у меня, да, рука не дрогнула, значит, и не взяла огнестрел. Давайте я сразу с вами вместе все это дело скидываю. Ну и запасаемся, значит, провизией для дрона и для верного друга. Давайте прежде всего я прорекламирую, значит, покажу, что это такое вообще.
У нас есть новички, которые не знают, ребят. Я понимаю, многие олды вы знаете. Вот, есть новички, которые не знают, что это вообще такое. Что это? Если бы мы знали, что это. Мы не знаем, что это. Если бы мы знали. Значит, ну, острова, да, острова. Их не было в голосовании. Если что, может, сходим все-таки. И что? Ну, показать, что острова тоже. У меня нету сейчас пока верного друга, единственного, которого... Потому что я новичка начал активно развивать, да? Который, значит, рвет зимний регион. Берем вот так вот. Чтобы прям наверняка, да? Берем вот так вот. Соответственно, нам лечение надо будет. И для дрончика, да? Вот этих вот зарядок надо. На сколько? На 5 часов. Отлично. Все, весь стрим. Показываю, ребят. Значит, верный друг, да? Он красавчик. Все, без Б. Вот он, верный друг. Так? Это обычный верный друг. У него 20 атаки. За счет чего? За счет вот эти 5 урона, 5 урона, 5, 15 в сумме. Так? Этот скилл, если вы будете выбивать, вы его выбьете. Я его спокойно выбивал еще года 2 назад. И ролики, гайды тоже снимал. Спокойно скрещиваешь, и они рано или поздно тебе попадаются, эти вожаки. Реально. Это несложно именно набить пятерки. Пятерка это максималка. Так? Соответственно, и у собаки изначально атака пятерочка. А вот, значит, мутант. У этой собаки изначально атака не пятерочка, а 20-ка. Больше базового урона на 300. То есть базовый 5, так, а тут еще плюс 300%. Получается 20. Плюс мои верные друзья, и выходит 35. Добавляем сюда еще ошейник, и он просто монстр. Вот и вся история, да? Это раз, и есть у меня еще какой-то мутант, ёп. Вот этого я назвал мутант, сейчас, погодите. Вот, воин. У воина в чем приколюха? У воина, значит, у него кровотечение вызывает, да? Значит, кровотечение и сражается дольше на 60%. То есть у него энергии не на 70 ударов, а там на 110 ударов, что-то такое. Вот. Но нет. Вот это вот самая мощная собака в мире Last Day. Но не все так просто, ребят. Есть еще вот этот сэр Бернар. И если вы выбиваете на него, значит, мощные лапы, да, вот мощные лапы, видите, то он будет самой сильной собакой. Плюс к мощным лапам по-хорошему надо еще выбить. Все надо выбить. А больше вы ничего не выбьете. То есть, да, мощные лапы. И что? Либо антиспоровую маску повысить. Я не знаю, мне эти скиллы не падали, поэтому потестить не могу. В общем, мутант, он универсальный, да? И почему именно Ротвейлер-то? Ну, потому что его проще всего будет вывести. Также еще существует доберман. Это собака чисто островная. Но, как вот я уже посмотрел, мутант, да, и я ролики снимал. Мутант разносит острова вообще в хлам с маской. Ну-ка, вот, где он тут? О, здесь тоже. Вот, жнец спор. Причем, смотрите, жнец спор не выпадет вам на какой-то непонятной собаке. Жнец спор вам может выпасть только на добермане. А, соответственно, мощные лапы, игнор мороза, только на сэр Бернаре. Это не написано в игре, но это стопудовый факт, ребят. Аноним, спасибо тебе огромное за огромный донат такой, за поддержку. Хорошей игры. Вот, имейте в виду, это между строк. Может, разрабы со временем поправят, и они будут нам объяснять это внутри игры, что, да, это вот это мощные лапы, ее можно выбить только на сэр Бернаре. А, соответственно, жнец спор только, ну, вы поняли, да? Вот такие вот пироги. Но вот это чисто золотая серединка. И почему именно вот этого-то проще вывести, нежели какую-нибудь вот эту вот? Потому что, ребят, потому что в игре очень много событий, ивентов, где дают 3-го левела Ротвейлера.
Реально, это самый простой сейчас верный друг. Топошный, хороший. Вы не выведете такого красавчика через овчарку. Это будет ну, в смысле, можно вывести, но в разы сложнее. Все, выяснили, да? Пообъяснил верного друга. И чё? Блин, не показал, да, моментик? Ну, сейчас покажу. Ошейники, вот эти вот фантастические ошейники. Вешаем ему, и он становится вообще просто дичь какая-то. Чем он становится? Серьезно, ёп? Дубленого меха нету. Блин. Ну ладно, у нас все в помощь дрончик будет, да, поэтому справятся. Вот он мой дубленый мех. Че обманываете? Блин, ёб, глоки эти. Да, я когда новичка начал развивать, я вообще забил на свою ферму вот здесь, да. И чё, ну и, блин, определенные виды ресурсов новые. У меня их не прям вот обосраться бесконечно. Всякое говно, которое мы копили там 5 лет, конечно, этого все, безлимит. Да? Вот, ребят, повторюсь, если кому-то эта информация была не нужна, я думаю, есть новички, кому эта информация была очень даже нужна. Просто в преддверии того, что сейчас я буду делать, да, чтобы вы понимали, откуда ноги растут и как это вообще происходит. Соответственно, да, эту маску делаем, жнец спор, и капец. Маска, разгрузка, ошейник, вот она, да. Вот это вот собачья разгрузка, шипастый ошейник, комбинезон, защитная маска. Это все покупается вот здесь в фонде Genesis. Соответственно, вот она. Да, разгрузочка шикарная. Вот эта штука, блин, это сравнительно недавно было добавлено, да. Ёп, все-таки красавчики. Раз в определенное время, да, они что-то такое мощное добавляют. Вот этот магазин, это достаточно молодая вещь вообще. Фонд Genesis, да, вот этот весь. Реально. Так, все, да, полюбовались, это все фантастически. Так, набрали, мне кажется, достаточно. Ну, давайте я еще сделаю, чтобы нам надолго хватило. Да? Вот. И чё? И вот, ребят. То есть в этом есть резон. Я вот о чем. Есть резон прокачивать верного друга, стараться вывести. И дрончика. Они могут за вас делать абсолютно все то, что сейчас и будет у нас на стриме происходить, да? Я даже лещами бить не буду. Даже лещами не буду бить. Все сделают красавчики. Так, первая локация у нас болото, болото, да? На болото, по идее, надо одевать болотный комплект брони, чтобы мы с вами красиво бегали. Так, огнестрелы все ненужные, никчемные скинули. Давайте возьмем один комплект болотный. Лечение мне на всякий пожарный, чтобы меня лечить. Я могу дрону дать лечение, и он меня будет лечить. Но дрона мы собираем максимально боевого. И вот, собственно, да, переходим к боевому дрону. Да, мне осталось собрать всего 6 модов, ребят. Ёп, я их вообще обкакаюсь выбивать. Реально. У дрона все просто, да. Бум-палка и диверсант. Это две топы. Мне больше нравится диверсант. Скорость атаки, дальность атаки круче. Кто-то будет бегать с бум-палкой, потому что урон, видите, какой. Я с диверсантом бегаю. Такое впечатление, что у него даже криты чаще вылетают. Здесь всякие разные активные штуки. Вот это ваншотает боссов в лаборатории Genesis, да. Сектор А2, самый нужный ее. Чтобы пройти дальше вообще к сектору Б, надо именно этого гобота убить. Вот эта штука его ваншотает. А еще турели, не турели, да, вся фигня. В принципе, все остальное здесь, уже я сирены, не сирены, все тестировал, все есть в роликах. И остановился я в основном на страже. Потому что когда ты его ставишь, у него повышается шанс крита, сила атаки. Здесь, значит, пули. Самое ценное это пули, вообще без вариантов. Они две есть. Бронебойные, соответственно, бронебойные враги, которых только Genesis убивает. Вот этот вот рвет вообще в щи. И поджигающие. В ледяном этом, да, соответственно, поджигающие. Все, как будто у дрона, значит, оружие огненное. Ну вот. Ну и, да, до обновления можно было брать и те пули, и те. У меня были и поджигающие, и бронебойные. Это была дичь вообще. Пофиксили, теперь нельзя взять эти пули. Видите, не дают. И чё?
Я беру вот такую штуку. Большая батарея. Она просто большая ее батарея. Все, что про нее еще сказать. Повышение каких-то критов, там не критов, не знаю. Я все тестил, не беру. Вот типа, да, смотрите. Увеличивает емкость батареи в наземных локациях. Так еще и урон добавляет. Но емкость типа падает. Блин, давайте поменяем ее, что ли, ради прикола. Вот это, да, вот эта емкость еще больше. Энергосбережения. Блин, у ВС нету у дрона, да? А то бы мы как-то это больше ее поняли, что вообще происходит. Так, что это произошло? Ты почему взял это говно, блинчики? Что ты делаешь? Почему ты это делаешь со мной? Батареи на наземных локациях. То есть есть батарея в подземных локациях, да? Есть батарея типа в наземных. По идее, она должна работать. А как узнать-то ее? Она работает вообще или нет? Никак, только методом тестирования. То есть, по идее, сейчас у меня наземные локи, и дрон будет дольше летать, да? Ну и все. Все. Вот она сборка, супер. А как оно на деле? Ну, поехали посмотрим. Я сразу скажу, оно фантастически, если вы еще этого не видели, ребят. Это просто дикость вообще. Белка и стрелка, да? Решают и разрешивают всех. Так, а что, нам же это, на вездеход, да? Одной моды нет в игре на дрон. Ред, блин, ну ты мощный. Ты мощный, если ты собрал все остальные. Молодец. Отвали, не до тебя, ёб. Блин, вездеход чуть-чуть заправлен. Ладно, поехали. Вот теперь я смотрю комменты, ребят. Просто сразу, да, в одной куче инфа. И чтобы вопросов не было лишних у нас. Вот, ребят, а что еще, У нас скоро события, да? У нас в телеге уже выходила новость, можете посмотреть и быть уже готовыми. Вот здесь появится локация «Неизведанные территории». Что это значит? Очень прикольный ивент, зависит полностью от твоего чоппера. Хороший чоппер, все хорошо. Плохой, все плохо. Блин, если мы сюда поедем, да? Давайте тогда возьмем аккумулятор и добудем этот свинец, ну и пару топоров, чтобы не зря, да, кататься. То есть болото, все. Сейчас полностью болото просто пройдемся, да, возьмем деревья срубим, возьмем, не деревья срубим, чтобы было понятно, что это такое вообще за заведение и как бы, что в болотах есть. Так, топоры, где у меня топоры? Топоры нужны, лопаты, да. Блин, 1000 лет. Ёб, везде завал вообще. Что за завал? Ну, блин, вот все подряд. Блинчики. Все подряд. Везде завал, все подряд. Кирка, да, нужна еще одна. Блин, иди сюда. Где ты? Блин, кусай это говно. Давай. Ничего себе, она на домашней локации вообще не реагирует, что ли? Я понять не могу, почему я к мутанту не могу подойти, ребят? Я его что, не выбрал, что ли? Ваня, она не моя, делай как хочешь, блин. Ребят, блин, ну чё вот мутант. Нельзя, а мне казалось можно. Ну ладно, что-то никогда не обращал внимания. Что, нельзя подходить, короче, да? Ребят, ну вот, собственно, да? Бам, ёп, ошейник, 50 урона. 50 урона. Ломается достаточно быстро. И чё? Тут важно не это, что ломается, не ломается. Тут важно, что дают тебе возможность стать таким мутантом в моменте. Взять вот этих вот питомцев и как нахлобучить какого-нибудь босса. Что он просто вот капец, лопнет. Тут важно не поломки. Есть игроки, которые вообще избегают лаздей. Почему? Они когда заходят в лаздей, слишком быстро оружие ломается и все остальное ломается быстро. Все у них ломается быстро, игра отстой и все такое. Но мы-то знаем, что все нормально ее ломается. Просто я не знаю, в какие игры играют там. Выбил автомат и бегаешь с этим автоматом, ее пока не надоест игра. Ну, тогда да, тогда все быстро здесь ломается. Так, все, ребят, готово, зарядили. Блин, ёпак.
Леточки. Это капец какой-то. Когда, да, стараешься и комменты отвечать, и дома собираться. Дома, когда собираешься, вообще, ребят, вот нельзя комменты читать. Реально, иначе из дома фиг выйдешь. Ну как так вот не читать-то? Бред же. Ну давайте 3 возьмем, ладно. Нужны аккумуляторы, чтобы добывать вот такую парашу. Вот видите, передо мной ящик. Из этой параши кидаем ее в кислотную ванну. И получается вот такая свинец. Свинец прессуется в свинцовые листы. Сама механика, вот эта пирамида, да, выстраивается по ресурсам. Сделано классно, все супер. Но по факту свинцовые листы никуда не всрались. Кроме бункера Браво, терминал там двери эти сделал. Вон у нас новичок бездонатный уже имеет там 30 или 40 свинцовых листов. Откуда? Да всякие ивенты, события их дают, эти листы обоссаные. Они вообще не всрались. Но дают. Что делать? Откуда достать шестеренки? Ох, избитый вопрос вообще. Мужчина, шестеренки достаются в бункере Альфа чуть-чуть. 1 штучка буквально. А так, по факту, в бункере Браво их надо брать. А я не могу туда пойти. Ну, значит, не будет тебе шестеренок. Как сможешь, так и будут шестеренки. В бункере Браво достаются шестеренки, ребят. 12-13 штук. Изи-пизи. За 3 этажа. Когда событие происходит, событие можно зачистить 2-3 раза. А это порядка 40 шестеренок. Вот просто подготовился к Браво и взял их. Пока все остальные будут бегать, материться и кричать, какое говно игра, нигде не взять шестеренки, у тебя уже будет 40. Понимаешь? А они накопят за месяц столько? Нет. Обсерются копить. И за 2 месяца ты не накопишь 40 шестеренок без Браво. Ну реально просто это дичь. Еще шестереночки. Вот тут вот будут тебе падать. Да? И когда будешь Бориальчика задание делать, против босса будешь сражаться. Не помню точно. Дают, не дают. В общем, бункер Браво, ребят. Бункер Браво. Его прекрасно можно проходить без собранных терминалов, без собранных модификаций. Твоя задача подготовиться. Броня, 2 комплекта, хоть военного, плевать, любого. И огнестрелы. Бункер Альфа даст тебе их. Ну, как бы, да? Блин, что и требовалось доказать. Так, что мы делаем, ребят? Нам надо какой-нибудь паровозик, короче, да? Ёп, ребят, вот честное слово, болото, блин, это... Да, болото очень быстро будут лопаться от этой парочки. Не успеете даже понять. Эта парочка достойна большего. Ну, то есть, их надо, значит, отправлять в транспортный хаб, бункер Альфа, хард режим. Да, что-нибудь такое жесткое. Ничего, и они, чтобы компактно было. Чтобы мы быстро им подвозили тонны врагов, а они их динамично, значит, уничтожали. Вот, ставим вот так. Вы видите, да, уроны, ребят? 93-60. Блин. Ну, этот бьет четенько по полтинничку. Дрон завис, я его так поставил. Повторюсь, для дрона надо вообще жестко. Так, собираем паровоз, ребят. Иначе я очень много потрачу этих. Ну, вы знаете, да? Панелей много потрачу. О, ёп, чудище голожопое. О, кстати, давайте вот сюда зарядим, и они сейчас все сбегутся, да? Начать. Вот сейчас и мы их, да? На шум сбегаются кожиеды. Давайте, пацаны, я вас жду. А я забыл совсем, что тут шум будет. Так, теперь устанавливаем вот эту штуку. Ну и все. Пам-парам-парам-пам-пам. Чтоб вы понимали, плевуны меня отнимают. Плевуны, падаль вот это. Вот это падаль, блин. Черт побери. Все остальные, да, от них просто ходим в болотных ботинках. Вон, видите, падаль подсирала. Все.
Грязь. Все болота. Да, да. Не, мы потенциал попозже сейчас, конечно, раскроем этой парочки, потому что это, блин, несерьезно прям. Для этих ребят надо потяжелее, блин. Это прям слишком жидко. Так, что, давайте пока вот так вот, да, тогда рубить. Вон они избегаются, отлично вообще. Супер. Я думал, уже все, никто не придет, а они, смотрите. Идут и идут. Блин, падаль сноси. А, тут волны, все правильно. Я обычно от них убегаю. Выходим в глобальную карту, и они все исчезают. Представляете, вся вот эта орда исчезает. Между делом, ребят, у нас другому стрим посвящен, да, не лайфхакам и как тут делать, чтобы они исчезали. Мы зачищаем все в этом мире благодаря дрончику и не дрончику. Опачки. Проголодалась собакин, да? И дрона надо вызвать. Ничего себе классно, я никогда не проверял. Ёп, такая орда приходит, смотрите, что. Ребята, давайте, нагибайте эту падаль, она надоела, блин. 3 волны, да, или 4 волны, что-то такое. Пока шумелка, вот эта перделка работает. Вот еще одна волна. Ай, класс вообще. Бахадур, привет. Игорь, какая у тебя сборка на собаку? В смысле сборка на собаку? Я вначале показал, перемотай стрим, посмотри. Я подробно показал, что за собака, как, зачем и почему. Ну и все, вот он, ящик добыли этой шляпы. За 1, да, аккумулятор. Давайте перемотай стрим, серьезно. Я подробно объяснил, рассказал, что за сборка и как вообще такое получилось. Чудище. Блин, вообще бред. Вот так вот. Подходит к собаке так себе, ребят. Реально. Давайте вот так сделаем, да? В смысле? Ну, таргет выделяется очень слабенько. Это слишком жесткие ребята для этого говнолокации. Локация очень простая. Здесь громила есть. Тоже он такой изишный вообще. У него скорость бега ни о чем. Брони у него меньше. Не так, как у громилы стандартного, да? Сносишь его огнестрелом достаточно хорошо. Будет сегодня транспортный хаб. По локациям мы по всем прогуляемся. Эбби. Вот сразу видно, Эбби, вы точно не голосовали за локации, да? Ребят, напоминаю, у нас теперь перед каждым стримом идет интерактив. Вы выбираете, что будет на стриме. Куда мы пойдем и какой челлендж будем выполнять. Вы выбираете. Перед стримом, грубо говоря, в 20-30 минут, да, перед стримом, в 6:20, в 6:30 стартуют подряд 2 голосования. И сегодня было так же. Это уже следующий пост у нас вышел. Челлендж. Проголосовали дрон и верный друг. Весь стрим используем только их. И, соответственно, вот они локации. Транспортный хаб, болотный регион. Транспортный хаб будет следующий. Потом события ведьмы или прикон. И потом, если успеваем, соответственно, классика. То есть, если мы успеваем на стриме, мы фигачим полностью. Все, да? По полной. Сейчас что остается? Сейчас остается все пособирать, ну и показать, да, вам, что это тут вообще. Что тут почем? Значит, есть тут сера, ребят, сера. Чтобы скрафтить одну. Сейчас, погодите. Чтобы скрафтить одну, значит, мину. Правильно? Вроде бы мину. Или взрывца. Нет, точно не взрывчатку с 4, ёп. В общем, чтобы сделать одну мину, вроде бы, да, я точно не помню, надо 6400 угля. Ой, 3200 угля, что-то такое. Блин. Ну. О, а вот он ее погромила. Нарисовалась. Ну что, давайте его наказывать, ребят. Да. Это
беспрецедентно мощный враг, тут даже говорить нечего, да? Громила, ёпма, громила. Смотрите, как красиво рвем. Собака бьет его по 30-ке, а дрон... А дрон по троечке пробивает, представляете? Офигеть, да? Блин, это, ребят, инфа, это прям лайфхак. Собакин по 30-ке, ёп, всекает громили. Дрон по 3, по 4. Вообще дрон сильнее, да? У него бронебойные патроны, заметьте, ребят. И чё? Ну, походу, этот верный друг может, да? Ребят, обычного громилу может рвать. Судя по всему. Причем, заметьте, ребят, сейчас покажу. Ошейника не было. Это просто мутант сам по себе ее уничтожал. Красавчик, да? Все, будешь на меня нападать? Мы сегодня пацифист, мы не атакуем, ребят. Поэтому придется... А собака ходит, смотри, смотрите, ведет. Ёп, ты куда пошел-то? Возвращайся, блин. Оставь ты говно в покое. Ну, вот так вот, да. Ну, деревья, соответственно, да, ребят, тут на болотах ясневое бревно фармится. Оно нужно для апгрейда максимального в игре базы, плюс апгрейд стеллажей. Если уж вы выбрали болото, обязательно сейчас покажу. Вот эта штука-дрюка. Это дичь. Видите? По 11 хп тает. Да? Ее по-хорошему, эту серу. Мы не будем всю выгребать. Повторюсь, это идиотство вообще. Непродуманный момент с серой, ребят. Непродуманный. Ее надо 3200 или 6400. Блин, 6400, ребят. Чтобы сделать там одну мину, да, там надо 6400, грубо говоря, серы. Или 3200 серы, 6400 угля. Вот какие-то такие прайсы безумные вообще. Короче, просто дичь. А собака это прям лайфхак, ребят. Ничего себе, дрон не прошибал, а собакин прошиб. Опачки. Вот так вот мы и узнаем. Да? Это прикольно, реально. Типа патроны. Есть патроны с кровотечением. Я уже показал. Ребят, повторюсь. Пришлось аж минут 20 стрима. Вот просто, да, только объяснять. И даже комменты не читал. Это вот кому интересно вообще посмотреть этого дрона и верного друга. Я уже все в самом начале показал. Если что, мы попозже еще под конец стрима, да, еще раз покажу, с кем мы бегали. Что это такое вообще. А теперь, да, теперь я читаю комментарии. Лучше я буду на комменты отвечать, нежели опять вам подробно объяснять. Есть кровотечение на дрон? Конечно же. На него 3 вида патронов. Кровотечение, огненные и бронебойные. У меня бронебойные стоят. Потому что многие боссы в игре бронебойные, почти все. Есть враги, которым ни черта не отнимают, только бронебойные патроны, да? Можете сказать, это круто, я ведьму убил. Old BB. Ну, нормально. Нет, это не прям ты что-то такое сверхъестественное сделал. Ну, нормально, молодец. Нет, это не круто, ты просто нормально, четко, экономно сделал ведьму. Вот ты бы мне сказал, что ты копьем ее убил. Я бы тебе сказал, ну заняться тебе ее нечем. Почему? Ну, потому что это идиотство, да? Мы на стриме делали, был у нас такой челлендж. Интересно было так в первые пару минут. Дальше стало ясно. Убить можно, но времени надо. Ёп, мам, не горюй. Пока копьем ты будешь колупать ее, да? Сколько здесь вот этой фигни? Давайте все не будем выбирать, ребят. Что-то типа 60-80, да, вот таких бревен. Перерабатывается ясень сложнее всего. 5 единиц за одну штучку. Это вообще дичь. Очень много надо фармить болот, чтобы апгрейдить дом и стеллажи. Следак, спасибо тебе огромное в очередной раз за поддержку, за донат. Че, как, поправился? Steel Grip Man, спасибо. Ребят, отдельный всем привет на Рутубе. Я вас вижу в отдельном чате, да? ВК и YouTube вместе, а Рутуб отдельно. Просто в самом начале очень много объяснял. Надеюсь, никто не обиделся, ребят.
Владимир, Ирина, Мун, Катерина. Всем один большой, огромный привет. Румит. Ну и ноунеймы. Не знаю, почему вы ноунеймы. На Рутубе как-то менять надо ник. Вот, ребят, еще один ресурс, который здесь копается. Сушеное говно, да, мы из него сделаем. Торф. Он нужен там для толчка, там для всякой такой фигни. До сих пор нам не выпал топошный вид ресурса, потому что падает он крайне редко. Семена кукурузы, когда собираете, вам могут упасть специи. Когда локацию добавили, ее 4 или 5 лет назад, это было интересно, конечно. Я бегал, собирал эти специи, и все топы тоже. Но спустя время это все не всралось. Реально, пришло время, и это все нафиг не надо. Да. А когда будет надо? Разработчики уже работают над обновой. Если вы помните, ребят, кто не помнит, кто не знал, перед Новым годом должны были выпустить обнову. Как переработали острова, очень круто, кстати, переработали. Троллей всяких, которые даже не играют в игру, не слушайте, ребят. И ледяной регион тоже очень круто переработали. Они ожили. Они ожили и дышат до сих пор. И болото также должны переработать. Поэтому из всех 3 регионов это, конечно, будет для топов, для хаев самая жесть. Потому что мы уперлись. Вот он наш финал игры. Вот эти штуки. Это все должны переработать. Когда? Как только, так сразу. Скоро, ребят. Вот они, росток, да? Из ростка садим и получаются специи. Что-то типа того. Все взяли, ребят, на болото сходили. Я думаю, можно двигаться дальше, да? А вторая локация, она оранжевая, она попроще. Там меньше всего, плюс там нету вот этого ящика, да, свинец-то мы фармим. Как-то так. Вторая вообще, короче, ни о чем. Век 33. Привет. Алком, здорово. Важный привет. Вот этого, да, ящика с рудой нету на второй локации. Вот как бы все отличие. Оранжевая лока. Ну, не поедем туда, ребят. Ну, реально, не всралась она. Число. Она обычная, да. На болото прокатились. Все показал. Сейчас дома еще покажу почти всю переработку. Просто определенные там верстаки у меня не стоят. И как бы, блин, пока мы их установим, пока я их найду, куда я их положил. Я не помню даже, куда положил, блин. Реально. Ребят, про шансомат. Давайте я оставлю интригу, не буду про шансомат ничего говорить. Я так покажу, чтобы это, да, кто еще не видел. Завтра ролик будет подробный разбор. Никакой воды нету. Но это не просто я показываю тебе, вот кнопочка и вот. А разбор, да. Я показываю и объясняю, в чем же ее ценность для новичков. Олдам ничего не надо объяснять, на то они олды, все уже поняли сами. Что это за шансомат? Что за шансомат? Да это жесть, ребят. Вот реально, это первый ценный, значит, декор, который действительно нужен олдам. Понимаете? Поэтому люди, которые его засрали, я вообще ее не понимаю. Вы вообще играете в игру-то? Если ты играешь там месяц, 2-3, у тебя еще, извини меня, ни хрена нету, так что ты судишь о топошных штуках? Это топошная штука, ее прочувствовать может только топ, который вот этого пацана собирает и не может выбить 3-4 моды, которые ему нужны. Это вот для них. А для новичков тоже подумали о новичках. 0 крышек, не тратишь ты ничего, 0 ты тратишь за то, что твои болтики, винтики, шпунтики, всякое говно, которое тебе в поселении сыпется просто каждый божий день. Клик упало, и вот это говно ты будешь каждый день менять. С шансом 1 к 5 тебе будут УЗИ давать. Блин, это нормально, ребят. Ну это реально нормально. Это небольшая такая помощь твоему новичку. А-ля как поселение пассивно дает. Че я показываю вот эту штуку-то, ребят? Здесь финальный, значит, дрон
настраиваете, и ботан вам выдает еще одну модификацию на дрон. Но честно, ботан выдает нормальную моду только страж. Все остальное говно. Вы уберете их, конечно же. Как только начнете апгрейдить дрона, модифицировать. Харди, как тебе? Макар, нормальная пластинка, но я вообще не зацикливаюсь сильно на таких штуках. Мне не нравятся там скинчики, декоры в том плане, что я на них вообще не зацикливаюсь. Мне по приколу, если оно юзабельное. То есть что-то мне в игре от этого будет, а не просто картинка. И вот шансомат — это юзабельная штука. То есть что она дает? Она дает топам возможность добывать модификацию дрона за счет крышек. Она возвращает чуть-чуть и еще дополнительный интерес топам поиграть в игру, подобывать эти чертовы крышки, потому что добыть модификацию для дрона крайне тяжело, ребят. Чем больше вы выбьете модов, тем меньше вам она тут будет падать. Надо зачистить порядка 15 раз этот транспортный хаб, чтобы выбить одну обоссанную модификацию. И не факт, что она нужна будет тебе. Скорее всего, она тебе, ёб, не нужна будет. Вот что такое шансомат. А где еще мода дрона? А еще она платная. Вот здесь. Ну и во всяких событиях временных, вот как сейчас охота на ведьму, да, есть возможность, значит, получить две моды. Короче, это крайне непросто достается штука. И этот шансоматик дает ее. За 1400 крышек у тебя шанс вытащить моду. Но если ты топ... А чё, какие еще варианты? Куда крышки-то нужны? Они больше никуда, ёб, не нужны. Ну, комната взять. Блин, ребят, вот кто скажет, ну, комната взять, ты не топ. У топа все уже взято. Ему уже ни черта не надо. И эти крышки у него скопились там 50 тысяч, 70, 100. И девать некуда. Все, ребят, теперь есть куда девать. Все сливаем сюда и получаем модификации дрона. И дрон пропушится и будет больше. Суть простая. Вот это говно ненужное ее. Я не про крышки, крышки нужны. Даже золото приписали, да, сюда. Вкидываем в шансомат. 500 очков это очень мало. Так? Ну и все. И получаем вот это вот. Это повторяем каждый божий день. Вот это для новичков. Уровень 2-3 мне вообще не понравился. Потому что за каждую попытку ты отдашь 600 крышек. Это дичь. А вот уровень 4 это уже для топов. Все. Итог простой. Блин, вот это вот, ребят. Кто-то что-то накосячил. Смотрите, на секунду остановлюсь, да, чтобы было понятно. Значит, считается, что вот здесь среди наград нижних самое ценное это стальной слиток. 5 штук. Представляете? Даже если бы у этих 5 слитков было 17 и 14, как у схемы модуля дрона, это все равно было, мягко говоря, неравноценно. Почему? Ну потому что самый большой шанс у разрушителя. Все правильно. Это самое говно здесь, что можно выбить. Но наравне с модулем дрона вот это параша, вот это, а это типа вообще просто имба. Блин, это классно, ребят. Ну, я думаю, да, могут со временем подкорректировать. Не кидайтесь в меня какашками, когда подкорректируют и если подкорректируют. Не такой уж большой это дисбаланс. Но пока что, да, это идиотизм. Вот, ребята, наглядно показываю, почему это бессмыслица, да, в болотах, вот эта штука. Значит, видите, один порох стоит 20-20. Видите, да? 20-20. 20 серы, 20 угля. Так? Идем дальше. Блин, мне надо стол ставить, да? Который у меня это. Вот. Значит, ребят, напомните, сколько в одном взрывчатом веществе пороха? Вроде 15, да? Что-то такое. Короче, ребят, в чем суть? Порох во взрывчатом веществе. Один порох 20-20. Вот в этой штучке, вот в этой мини, 3. Это что-то типа 30, не меньше. И что? 30 умножаем на 20. Сколько получается? Вот это цена, значит, одной мины. Понимаете? Блин. Короче, вот что такое, да? Блин, это дичь вообще. Просто дичь.
Вот это вроде бы, да? Вот эта взрывчатка 6400 пороха стоит. А мину даже, в принципе, можно делать. Блин, я не помню точно, ребят. Я снимал видосик. Кому интересно, можете найти, посмотреть. Вот. Где-то у меня этот верстак был. Блин, ну давайте, ладно, да? Назвался груздем. Давайте найдем этот чертов верстак. Чтобы я наглядно вам показал. И чё? Может, когда-нибудь переработают. Лаборатория фантастическая. Вот. 10 пороха, одно взрывчатое вещество. Так? А остальные ресурсы не считаем. Держим в голове, ребят. Одна взрывчаточка у нас получается 300 серы, 300 угля. Так? Значит, сейчас, погодите. 300, сколько? 200 и... В общем, много. Все, надоело, блин, высчитывать, честное слово. Ребят, в общем, кому интересно... вот он, пресс у меня стоит, да? Кому интересно, можете найти видос. Там ценник просто дичайший. Все точно считал, ничего я не ошибся, не просчитался. То есть это просто в игре не реализовано. Я это к чему? Просто вот пока не реализовано. А вот эту штуку надо устанавливать в гидропонную установку. У меня ее нету. Она в грядочку не садится, да? В грядочку вот эти штучки, но если уж вы пойдете на болото, оставляйте эти семечки, ребят, потому что семечки у нас используются на ярмарке, да, когда вы третий этап достигаете ярмарки топочной, там нужны семечки эти. Семечки. А вот из ростков вот такие специи вырастают. И это имеет место быть, потому что вот он, да, рыбный рецепт, к примеру. Повышает шанс получить самца при скрещивании. А здесь, значит, шанс получить самку. Да? Самка либо самец. Соответственно, специи используются. И вот форель с грибами. Временно повышает защиту организма от радиоизлучения. Я, если честно, даже не тестил эту штуку, ребят. Может, это очень даже и прикольно. Если это споры имеется в виду. Если это не споры, а типа в бункере Браво, которая радиоизлучение, ну тогда бессмыслица. Почему? Ну по всему. Тупая вообще фигня. Так, ну чё, ребят, собираемся дальше, да? Давайте все выложим, вот это лишнее говно. Пойдемте сейчас сходим в транспортный хаб. Жесткая, трудная локация в том плане, что, ну, физически она такая сложная, да? Но, блин, вот эти питомцы наши, я думаю, они еще порвут его вообще в щи. Соответственно, я все так же не участвую, не дерусь, да? Блин, не показал вам гидропонную установку. А ты кто такой? Хранилище для запчастей. Блин, прикольно. А я забыл, что у нас такое появилось. Не показал вам гидропонную установку, да? Где она? Здесь? Там просто закидываешь эти ростки, да, и все, и пошла жара. А это, соответственно, вот сюда. Вот она, ясеневая доска, как делается, да? Для чего это все? Повторюсь. А прокачка стеллажей, это раз, да? Соответственно, вместимость стеллажей растет. Второй уровень и будет по 25 в одной ячейке. Ну и самое главное, прокачка. Вот он. Фантастический. Ясень. Вот это такая кирпич с металлом, да? Прокачиваем кирпич с металлом. Я могу одну клеточку сделать. Давайте здесь сделаем. А еще фиг. Очень тяжело прокачивается, потому что кирпичи, пока вы сделаете кирпичи, ребят, это просто обкакаться можно. Так, пытаюсь вспомнить ее, где кирпичи делаются. Улучшенная плавильня. Вот они. 2 кирпичика. Я пропустил этот момент, ребят. По одному кирпичу делалось, это точно. Ну, блин, я столько кирпичей этих, и пока сделал кирпичи, уже наклал кирпичей. Много кто из топов тоже, да, укакивались. По одному кирпичику делали. Смотрите, как это
жалились разработчики, да, по 2 кирпича сделали. Ну прикольно, вот так вот. Видите, они все-таки дорабатывают, и это шикарно. То есть мы не видим, да, но по чуть-чуть допиливают игру. И это шикарно, когда такие вещи происходят. То есть, блин, это и отличает проект, значит, мертвый и не мертвый. В моем понимании. Не троллевском. Сегодня будут рейды. А кто сказал, что рейд будет? У нас не было рейда, не было за него никаких голосований. А что это так сильно интересно, что ли? Рейды в роликах есть, и очень часто. Сейчас вот чуть-чуть еще я балуюсь за новичка, и пойдут рейды у нас со страшной силой. Так, все, поехали, ребят. Транспортный хаб нас ждет. И опять же, да, мы добавляем смысла. Не просто дрон и верный друг разносят все. Мы добавим еще смысл в модификациях. У меня есть вот такие скопленные моды. Их туда надо отвести. Вот, по поводу пластинки, да, говорили, я сбился. Блин, у меня как бы это... Я чуть-чуть так поугарал, буквально 5 минут, и все. И дальше мне плевать на эти пластинки, и на скинчики там. То есть, если оно не юзабельное в игре, то как бы оно не юзабельное. А сильно прям кайфовать от этого постоянно, да ну нафиг. Просишки, маньяк. Да, проси 4. Эти не может быть 6400. Си4, чтобы сделать одну Си4, надо 6400 угля потратить и серы. Нет, сам прикол, что в игре такой рецепт, это же вообще идиотство. Вот эти рецепты тоже я разбирал подробно. М16 типа можно крафтить, да, ребят? И глок. Ну тут, блин, я не знаю, вот ты не топ, но ты уже поиграл. Ну ты же понимаешь, что 17 титановых слитков не стоит одна босса на М16. Это ж дичь. Как и глок. Но, опять же, сама возможность, что ты можешь себе позволить, и если тебе сильно надо, ты можешь кликнуть ее, да, сделать. Но так, по факту, рецепты днища. Днища. Вот. Все остальное продумано, все, что вот сюда назад, да. Титанчик, вот для чего лучше тратить. И, соответственно, для вот этих стволов. Вот, это титан, да. Это титан. И много титана. Как и вот это. В общем, болото, когда выйдет обнова, переработают. Вот тогда будут изменения. И все подкорректируют, все эти штуки. А почему это самая мощная штука из 3 регионов? Блин, ну я вам сейчас показал ресурсы. Ну очень много всего. Поэтому да, я считаю, это будет самая прям мощная, значит, штука-дрюка. Так, что, вот такими маленькими группками собираем. Здесь, да, здесь жестко бьют. Но мы вот так будем уворачиваться. Ну вот, ребят, посмотрите, прошибают, да? Что не понял, а дрон сколько бьет? Нормально. Вместе, да, вместе они просто лютуют, реально. Вместе они хавают их. Хлам. Ай, хорошо вообще. Единственное, меня прошибают, да, так здоровски. Прям не прикольно. Мне бы какое-нибудь ее покаменение. Чтобы я постояла, а они пока угорали. Ой, вот блевоточные бегут. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Стоять. Твою. Ай-яй-яй. Блин, знаете, вот... Да, ёп. Как ты попал-то? А, не попал, просто сломали. Ну все, разобрались, да? Блин, достаточно жесткий был... жесткая была толпа, ребят. Чтобы было понятно, да? Это, блин, это было неплохо. Такая толпа. Кстати, вот этот парень, он прикольный. Который с банкоматом. Вам огромное спасибо, ребят, за такие приколюхи. Этот парень реально стоит и хавает от этого... От автомата. Если его не трогать, он тебя не будет трогать. Автомат вскрываешь, все по полной. Он просто тупо стоит. Классный чувак, короче. Не трогайте его, и он вас не будет. Блин, почему дрон тут так постоянно-то, а? Исчезает, блин, не вовремя. Такой парик собрали, блин.
Если диверсант и страж, ребят, тогда классно, да? Дальность атаки, посмотрите какая. Если у вас бум-палка будет, тогда в момент стража вы прям не будете дотягиваться, короче. Это небольшой минус, на самом деле. Я бегал с бум-палкой долго и радовался вообще, как к новогоднему подарку. Не успевает, да? Оп. Вообще, да? Полтинник, блин. Оба по 50, вот так вот. Даже как-то и не прикольно. Оп, 78. Это что? Это критует. Это да, это криты идут у нас. Что там? Кто там? Так, давайте, пока не это, я заряжаю дрона и вызываю сразу. Забыл, кровотечение же, ёлпал. Да. Ну и ладно, хорошо, что я всосал. Самая главная механика дрона, вы его не потеряете, не переживайте, умирайте сколько влезет. И это не прикольно в том плане, что дрон, это понятно, мы не можем потерять, ребят. Это как чоппер, это как вездеход, ёп. Пока его соберешь, обсеришься. Еще бы мы его теряли. Самое неприкольное то, что он возвращается всегда вот сюда, да, в гнездо. Об этом поначалу вообще забываешь. Прям реально надо к этому привыкнуть. Что после смерти надо его обязательно с гнездышка выдернуть. Вот такая, блин, ну такая механика просто, вот можно сказать, необычная, ребят. Нестандартная для Last Day. А почему я сказал, что это самый топшный декор-то, Шансомат? Ну вот это вот не нужно хаям. Ну реально, ребят, господа хай-левела, где вы? Ну скажите, что вы пользуетесь вот этой штукой активно. Только не считайте, что если вы все в игре собрали, я про вас говорю. Я говорю про топов, которые давно все собрали, и они в игру-то и не хотят играть. А я говорю, пойдем со мной поиграем. А он не хочет, и я не могу настаивать, ему все надоело. Вот для этих игроков Шансомат это вот. А не когда тебе там что-то еще дофига делать, и ты, да, ты как бы уже топ-красавчик, но не максималка. Максималке уже нечем заняться. Вот для них Шансомат. Потому что дрон, верный друг и СВД. Это 3 столба, на которых стоят самые развитые игроки в Last Day. Вездеход и все остальное не в счет уже давным-давно, ребят. Это уже далеко не показатель топошности. Прокачка поселения. Прокачка поселения это отдельная штука. Она идет параллельно, она очень долгая. В ней ничего сложного, но она очень долгая. И это очень круто. Почему ты тратишь до хаба меньше энергии, чем я? Потому что я VIP. VIP тратят меньше энергии. Это раз и два. Скиллы у тебя все прокачаны уже, все точно. Скиллы пассивные есть, да, которые уменьшают затраты на скорость передвижения по миру. Где они? Скороход. Вы путешествуете быстрее по карте. Соответственно, я быстрее путешествую, значит, я трачу меньше. Как? Ну, вот так. Это все взаимосвязано, короче. Быстрее, значит, меньше. Меньше, значит, быстрее. Че, блин, лут этот взял? Он мне не нужен, ребят. Давайте выложим его, чтобы он мне это глаза не мозолил и не парил. Мы идем специально без всего, да? Мы не используем, значит, ничего. О, золото теперь надо. В Шансомат можно его вливать. Да, конечно. Ну, давайте выпьем. Если бы я схавал антирадинку, да, ой, в смысле, ближний бой еще бы взял. Ух, елы-палы, блин. Мы бы тогда вообще этой троечкой такие чудеса показывали. Ай-яй-яй. Кто там? Пойдем, дружочек. Давайте просто вот так вот, ребят, да? Почему? Ну, блин, ну они нормально справятся. Не дадут они ему сильно отъедаться. Единственное, собаки, ну, ошейник, да, вот переодеть. Сейчас собаки на ошейник сломается. А, красавчики, еб. Попробуй выделить теперь собакина.
Вот этого морячка можно оживить, ребят, да, уже показывали этот лайфхак. Как вот мне к Собакину подойти, ребят? Блин, очень сложно, вот как. Нормально, да? Блин, вообще. Это самый простой мясник в моей жизни. Ой, блин, а я поставил дрона. Ребят, смотрите. Видите? Вон дрон стоит. Дотягивается. Офигеть вообще, ёп. Первый раз вот эту дальность его увидел. Блин, очень люто. Стоять, давай меня не будем убивать-то. Капец. Блин, ну, мне кажется, да. Блин. Вообще развалили мясника. Шахтера еще бы легче убили, ребят. Он не воняет, он, значит, ХП не регенерирует, поэтому вообще бы его просто в щи. Просто в щи. На острове босса верный друг красиво вообще расклады. Видели, да? Он не трогает банкомат. И чё? Ну и вот. Такой прикол. Верный друг у нас просто лютует. Не дает пожрать мужчин. Да давай ты уже. Да ты издеваешься, что ли? Сломался у меня, да, ребят? Сломался ошейничек и уже 33 урона. Так, я думаю, сразу давайте сделаем левую комнату бронированную, чтобы мне слить все модификации дрона. 6 модов осталось выбить. Одна мода типа в игре не существует. Вот у нас кто-то сказал. И чё? Ну это вообще прям про-аккаунт какой-то. Ничего себе, все моды выбиты, представляете? Все до единой. Да, на второй этаж верный друг не поднимается. Вот такой вот прикол. Ты чё, офигел? О, перелетел. Он такой забавный, ребят, дрон. Забавный, реально. Он сюда лечу, сюда ёп не лечу. Ну, стабильный, да, полтинчик выдает. А если бумпалка, наверное, что-то побольше будет. Так, а вот здесь. Оп. Как по волшебству. О, верный друг. Верный друг, верный друг. Никогда не обращал внимания, ребят. Ай, блинчики. Блин. Без брони они очень больно бьют. Да, саперы больно бьют. Ну, такая ситуация не очень получилась красиво. Первый раз умер, просто сам затупил. А тут надо же было посмотреть, что броня уже ломается. Что я не понял, ребят, почему дрон-то так жидко отнимал? Когда я эти чертовы разрывные пули-то поставил? Ёп, мы все это время бегали, у меня были разрывные пули, ребят. Поэтому на болотах так говняно бил. Разрывные пули это говно. Реально. Бронебойные и огненные. Лучше бронебойные и вообще не париться. И по поводу батареи, да. Я повторюсь, их тестить надо, да. Вот она, самая четкая батарея, большая. Реально он с ней прям вообще летает долго. А вот эти вот, которые наземная, подземная, их тестировать надо. Черт их знает, насколько они крутые. Владимир, привет. Я тебя поздравляю, это ерунда. 6 стенок осталось. Сколько? 30 ДСП. Ну, не ерунда, не прям вот раз и готово. Ну, чуть-чуть тебе осталось. И чё? И прям капец, ты двинешься, и прям хорошо ты продвинешься, да? Когда делаешь 4-й уровень поселения, для большинства игроков это значит стол модификации дрона, ребят. Единицы, кто выбивает для стола модификации дрона в транспортном хабе. Есть люди, которые говорят: неправда, железные прутья падают здесь, как яблоки прям с яблони. Да черт! Фиг, в смысле. Как, блин, выражение? Не черт возьми. Фиг. Короче, фиг. Ребят, не падают здесь железные прутья. Изи-пизи. Если вам повезло, вы удачливый аккаунт. Ёлы-палы.
Рандом, это, блин, это рандом. Вот, к примеру, вторая игра, которую я снимаю, Grimsoul, да, там рандом гуляет, вообще. Кто-то выбивает там какой-нибудь чан, как я, с 4-5 килла босса, а кто-то уже сделал 30-40 киллов этого босса и нету чана. Вот и в ластдейчике тоже есть определенные виды ресурсов, которые, блин, вот вообще фиг выбьешь. И эти прутики здесь, их фиг ты выбьешь. Их нормально, только крафтом. Поэтому, соответственно, да, уровень поселения 4 ранг открывает вам целый пласт игры и ваше усиление. Он вам стол улучшений дрона открывает. Его еще, конечно, надо будет доделывать, да. Когда стоит активно начинать собирать моды? А это уже каждый как сам себе решит. Я же за новичка вот как снимал, вот как на духу, так и есть, ребят. Это как вот ты хочешь, не хочешь. Если тебе вот прям захотелось, да бросай ты вообще все и собирай сразу эти моды и не парься. Ни вот за это говно, ни за сезоны, ни за новые сезоны, ни за новые события в смысле. Зачем? Если тебе хочется, тебе нравится, тебе интересно. Делай сразу моды. Вот почему дрон не бил, ребята. На самом деле все изи. Смотрите. Видите? Оп, оп. Собака, да, хавает по чуть-чуть. Дрон по 31 всекает. Ну, ничего себе по чуть-чуть, да? Собакин по 7 хавает. А, красавчик вообще. Бронированных тоже раскладывают. Но это если бронебойные пули, ребят. Кританул, да, на 41. Когда будет новый человек? Ну, завтра не будет его. Послезавтра, соответственно. Просто трутень, привет. Риот 0,00000. Риот, я не говорю о том, что они здесь не падают. Риот, сразу видно, ты не подписчик канала, ты либо пришел, и скорее всего ты даже не останешься на канале. Почему? Потому что тебе надо обязательно противоречить, да, вот это. Я развиваю новичка, я показывал, насколько хорошо они падают. Нам эти прутики один раз упали, а новичок зачистил сколько раз уже транспортный хаб? Да хрена. И один раз дали 3 обоссанных прутика. А про факторы, совпадения, ёп. Давай не будем умничать, ботанов из себя строить тут, да? Может, ты и есть ботан, я нет. Рандом. Я это называю просто. Раньше называл корявый, значит, корейский рандом. Теперь он не совсем корейский. Вот эта игра наши сделали. Рандом, ёп. И чё? Ну и все, блин. Самая важная информация тут, которую надо узнать, что строй поселение 4-го левела. Не жди ты, значит, с неба тебе, чтобы упали эти 8 вот этой шляпы железных прутьев. Ребят, между делом, чтобы вы понимали, когда вышел транспортный хаб, добавили дрона. Я здесь, в этой локации, налутал этих прутьев штук 40-50 за первый же день игры. Почему? Потому что вот такой был лут. Теперь все пофиксили, подправили, и теперь вот так дело обстоит. Если говорить о том, что было, не было, что об этом говорить? Нам когда-то карбон в бункере, в полицейском участке падал. Открываешь дискету, там 5 карбона. Мы карбон фармили, знаете, как дерево ее. Реально. Поэтому и никто не понимал, зачем столько карбона. Поэтому что говорить о том, что было? Я типа убежал, типа я уверен, сейчас дадут что-нибудь новое. Ага. Разбежался. Вот так вот, блин. И чё? Блин, вот я уже давным-давно перестал фармить транспортный хаб, ребят. Потому что, ну это же вообще дикость какая-то. Обсеришься ты его фармить, чтобы выбивать моды, когда прокачаешь уже дрончика. А там есть прикольное. Чё там? Акашка там, не акашка, они очередьми, да, фигачат. То есть можно типа паровозик собрать, и он будет фигачить.
Но у нас у моддеров, да, плюс еще кто-то мне присылал из вас. Короче, говно отнимает он очень мало. Жало вообще что попало, да? Если я не ошибаюсь. А который автомат АК, он очередью бьет по толпе, но отнимает типа мало. Ну, как я понял, в режиме диверсант быстрее раскидаешь толпу, нежели этим, ну, вот этим вот, да, который сплэш делает. А что я смотрю-то? Мне ничего отсюда не надо, да? Черный с золотом, ребят. В черном с золотом могут дать прутик этот. Оп, верный друг, да? Красавчик. Оп, телепортируется. Блин, если б я сразу бегал с бронебойными пулями, ребят, было бы лучше. Потому что кровотечение, это вот, блин, оно слабее. Вот этот, черный с золотом. Вот здесь типа прутики есть. Ну там много факторов, совпадения. Я без вот этой вот тягомотной, нудной, душной ерунды. Шанс очень маленький. Посмотрите новичка. Он уже 209 левел давным-давно. Снято уже 205 серий. И чё? Ёб, зачисток столько, стримов столько было. Один раз дали прутики. Один раз. И чё? Ждать, пока вам упадут они, чтобы скрафтить стол? Блин, ну, естественно, раз в году и палка стреляет. Есть счастливчики, которые уже выбили, значит. Они не могут не есть. И собрали дрона когда-то именно вот так, да? Но в основном нет, через поселение, ребят. Поэтому, когда человек достигает в поселении 4-го левела, это прям ёб событие. Реально. И вот эту штуку, кстати, да, если без доната. 4-й уровень поселения, и тогда ты, значит, ее сделаешь. Что такое? Собака бьет по десятке, этот засранец по 30-ке отъедается. А дрон оп-оп-оп-оп и разбомбил. Класс. Владимир, ты самое основное сейчас сделаешь. Когда вы собираете стену, да, ребят, вам надо там 60 ДСП, это 240 смолы. И тут же надо еще комнату прогрейдить. Это еще там порядка, блин, 100 смолы, да. Дальше там по чуть-чуть остается. И что, спустя время смола вообще не нужна будет. Тут 2 ящика падает. Блин, вот, ну, оранжевый он круче, чем белый. Белый он вообще, типа, фигня полная. Но когда тебе остаются только модификации дрона, а вообще не важно, белый или оранжевый, просто падает редко мода и все. То есть, чем больше ты соберешь модов, тем реже тебе они начнут падать. Что-то типа того. It's Toffee, я уже тебе ответил. Я не понимаю, почему ты переспрашиваешь It's Toffee. Собирай моды тогда, когда тебе вздумается, когда ты захочешь, когда тебе интересно будет. Не надо их там в какой-то период определенный делать. Когда ты сочтешь нужным делать, тогда и делай. Серьезно, это не я тебе говорю на отъи. Я тебе серьезно говорю, вот моя рекомендация. Когда собирать дроны? Когда у тебя желание будет их собирать? То есть я, когда бегал за нашего новичка, у меня не было желания усираться, что-то какие-то моды собирать. У меня было всегда чем заняться и так. А потом в один прекрасный момент подкопились ресурсики, и я понял, давай-ка усиляться. Давай делать моды, да? Ну и все, и пошла жара. И сделали. Так, ну что, готово, ребят? Порвали? Порвали. Я ни одного удара не сделал. Не повезло? Нет, не повезло, ребят. Стандарт. Это стандартно. Ёп. Вы чё, блин? Что-то, наверное, вы, блин, не слушали меня. То, что мне не дали моду, это нормально. Примерно раз в 15 зачисток мне моду дают. Без шуток. 10-15 зачисток, одна мода. Поэтому тут нету, не повезло, повезло. А почему в обменном столе, значит, дали моду, которая у меня есть? Тоже нету никакого повезло, не повезло. Ну а как, если я все уже почти собрал, мне осталось 5 модов, да? Опять же, из слов человека, что, да, 6-я, она типа это, не достается.
Не существует ее. Вот. Поэтому все предугадуемо, ребята. Вот если бы мы выбили моду, которую мне можно собирать, вот это да, это ее повезло. Точно такая же история с СВДшкой, ребят. Вы начнете, когда, ну, если начнете, у вас все будет бодро, да? Все будет хорошо, бодро. А чем дальше, тем веселее. Вам уже, когда останется там одна-две моды, блин, она вам не будет падать, вот хоть обкакайся. И вам будет казаться, что ну капец, это, блин, что-то там игра делает специального, заговор. Не, ребят, это, блин, мы люди такие. Мы выдумываем ее столько всякого ненужного, да? Когда вот что-то не по-нашему и все. Все, сразу, блин, везде заговор чудится. Нету никаких заговоров, ребят. Есть шанс рандома и все. Чем круче становишься, тем сложнее, соответственно, математически, блин. Ты из 100 модов собрал 99, тебе одна осталась. Ну какие шансы, что ты ее выбьешь-то? Когда тебе при открытии тубуса будет крутиться рулетка среди всей сотки. А тебе надо, чтобы выпало именно на эту штучку. И новичок, который только начал, ему что не выпадет, все в кайф. Понимаете, да? Вот так и во всем вообще. Вот эту вот систему ее рандомайзера можете абсолютно на все, значит, распределять. Когда разработчики пишут какие-то проценты, блин, в определенных ситуациях это точная инфа. В определенных это чисто так, примерно. Это не точная, значит, цифра. Чик. Оу, ничего себе, 400. А почему по 425 дают? А потому что, ребята, вот смотрите, вот такая штука. Пиво из клевера. Увеличивает количество крышек для слот машины. Работает только на жадину. Да, увы. Так, ребят, куда мы дальше-то идем? Ну, события мы делаем. Давайте слот машину еще крутанем, да? Добудем крышек и крутанем слот машинку. И что у нас еще было по голосованию? Классика, бункер, альфа. Ага. Давайте мы сейчас чуть-чуть крышек наберем, да, для слот машины. Хотя бы сделать одно, может быть, два усиления. Ну, давайте на одно усиление. И тогда пойдем в бункер альфа. Причем пойдем в бункер альфа хард режим, чтобы прям порвать, да? Вот у нас как дела обстоят. Болотный регион, все, сходили, ребят. Я надеюсь, достаточно вам, да? Я все показал. Ну, что там еще показывать? Ждем его, болото это. Подписываюсь под каждым словом про шансомат. Осталось 3 мода выбить, и все события прохожу только ради них. 8, спасибо за поддержку, за донат. 8, это хай-левел, ребят. Это хай-левел. Почему? Потому что донат задонатил тебе? Нет. Это просто игрок хай-левел, который давным-давно уже ее прозвился и уже практически не играет в игру. И чё? Блин, ну шансомат это вот. Да, шансомат это капец. Это модификации дрона. Не знаю, кто составлял этот план, но явно подошли с чувством, с толком, с расстановкой. Если бы не засунули туда эту дрон моду, вообще я бы совсем другое про шансомат сказал. Прикольная игрушка для новичков. Обмен говна на УЗИ железа, да, вот из первого списка. Тратить даже 200 крышек я бы не стал. Вот. И это так и есть сейчас. Но только еще и плюсом ко всему добавьте сюда хай-левельные фишки, да. Я помню, ты говорил, что донат в этой игре нужен для ускорения процесса. Сейчас то же самое? Димоник. Сейчас не то же самое. Ну, как бы то же самое, да? Только еще проще. Теперь, в принципе, если ты сильно не торопишься, тебе уже не нужен донат для ускорения процесса. Можешь и без доната играть. Но донат, как всегда, естественно, ее ускорит процесс. Димоник. Димоник. Я не понимаю, почему ты мне этот вопрос задаешь. У тебя какие-то сомнения? В чем ты сомневаешься?
В том, что ты будешь усираться, фармить сосновый бор, а я нажму вот так ёб кнопку, и это ускорит мой процесс, ты в этом сомневаешься? Или появится какое-то событие, ты будешь ждать этого бедного лепрекона 2 часа, а я возьму 100 золота, потрачу и сейчас сделаю лепрекона. Ты за день сделаешь 3 лепреконов, а я за день сделаю 10 лепреконов. Это ускорит процесс? Блин, Демоник. Помню, ты говорил. Отлично, ты ол. Блин, повторюсь, Демоник, блин. Я не понимаю. Давай дальше, пиши что-нибудь. Парируй. Потому что ты похож, знаешь, вот как это. Ты не просто спрашиваешь. А как, если это было в игре, как по-твоему, если кто-то так еще думает, ребят, как вы считаете? Значит, если в игре донат ускоряет процесс, спустя 2 года, ёб, что произойти может? Что произойдет спустя года, по-вашему, значит, как? Блин. Это все так и останется, ёб. Все так и останется. Никуда это не денется. И спустя 5 лет, и 10, и 25, до самого конца игры. Если в игре донат ускоряет. Если в игре изначально, вы извините меня, продается ствол, и у нас игра PvP, да? Ствол, который невозможно получить никак, только за донат. Такие игры есть. И это не Last Day. У нас тут и PvP-то нету. А где PvP есть, да, в кратере, нету уникального оружия за донат, которое покупается только за донат. Все, что есть за донат, есть игровым путем добывается. Если у вас есть какие-то сомнения, ребят, переставайте общаться с диванными аналитиками, которые ни черта вообще не играют в эту игру. Просто играйте и кайфуйте. А им просто завидно, что есть люди, которые могут себе позволить задонатить, купить премиум, еще что-то, и готово. Вся история, ёп, ребят. Зависть — это вообще такое гадкое чувство в человеке, оно в нем говно поднимает из самых недр, да, от черной дыры и прям глазам, короче, и кроте, понимаете? А потом эти, значит, у кого вот это говно поднялось, они на вашего покорного слугу, на меня, снимают какие-то ролики, какое-то говно делают. Ёп, вместо того, чтобы делом заниматься, они вот с этим говном занимаются. Поэтому, ребят, и чё? И если вы начнете общаться с подобными индивидуумами, смотрите, это ж как зараза, да? Он чихнул, и ты заразился такой же парашей. Он начал с тобой общаться насчет этого говна. И у тебя это в голове будет спустя время, и ты даже не поймешь, как станешь точно таким же созданием, ёб, чудищем. Поэтому да, ребят, вот с кем поведешься, от того и наберешься. Старая поговорка. Не помню. Ну, мужчина, демоник, блин, демоник. Ты как демон и Дима одновременно. Давай, задавай вопрос. Что? Ты вернулся в игру, или ты играешь, или что ты вообще спросил? А что, по-твоему, ее замениться-то может? Вообще я не понимаю. Глупый вопрос. Я еще быстрее просто... Да, еще быстрее просто взять и купить крышки. Согласен. Кто-то будет фармить, а кто-то возьмет их и купит, ребят. Блин, тут ну что фигней-то заниматься? Если за донат ничего уникального, влияющего на баланс игры нет в игре, все, донат сделан идеально, вот мое мнение. Если в игре нет PvP для разработчиков, это вообще кайф, потому что снимается уже очень много вопросов баланса. В принципе, они все нафиг снимаются. А всякие скинчики, не скинчики. Ребят, есть такие игры крутые. И вы их знаете. У нас подписчики канала многие играют в игры, где без доната вообще они играть не могут. Включая Clash Royale и всякую такую штуку. Почему? Потому что там сражение игроков. Чтобы быть в теме, ты обязан донатить каждый месяц. Иначе ты не вывозишь и все. Ты можешь играть для себя, для удовольствия. Я так играл когда-то. Естественно, я более-менее куда-то дохожу, и, естественно, меня все нагибают. Почему? Потому что так уже пошло, все, идет такой... О, правильно, VIP-марафон, Риот, спасибо.
некий VIP-марафон. И ты обязан просто в нем участвовать, если хочешь в теме быть и что-то добиваться. Это не про это игра, ребят. Здесь ничего не надо. Прекрасно кайфуешь и так развиваешься. Донат лишь даст тебе кайфушек, ты это сделаешь комфортно. И вся история. К примеру, значит, дерево сакура. Оно зачем вообще? Оно не зачем, оно дерево, ёп, вот такое. Просто растет на базе. Ну, красиво, прикольно и интересно. Его можно получить без доната. Один раз, черт побери, в году. Но если с донатом, ты его и на заправке можешь получить. И в покупке оно будет у тебя появляться, да? Где? Вот здесь вот. И чё? Ну и вот. Но без него можно выживать, без дерева сакура? Ну, конечно, можно. Ну, кто тебе мешает? Выживай, сколько влезет. Оно никак не повлияет. Вот эти вот дома погрузчики стоят у нас, руду добавляют. Ну, капец, сломали баланс, все в хлам вообще. Были такие игроки, которые вот так вот визжали. Я не добываю ничего, блин, с этих погрузчиков. И большинство игроков не добывают, потому что бензина надо, вот просто, мама не горюй. Если мне надо будет, я пойду на острова добывать. Это просто приколюха, и все. Для единиц игроков, которые, ну, не хочу, буду через бензин бомбить. Он бензин купил, либо не тратил, накопил 1000 бензина. Есть такие аккаунты, да, у которых по косарю бензина. У меня, у персонажа, у этого 40 бензина есть, может, где-то так. И все остальное, ребят, в этой игре. Скинчики. Ну, скинчики это скинчики. Ну, честное слово, ёп. До скинчиков докапываться, это же вообще, я не знаю, каким гопником тупорылым надо быть. Я не знаю, как тебе объяснить. Да я не знаю, как тебе объяснить. А чего ты не знаешь? Говори своими словами простыми. Я простой, ты простой. Мы друг друга поймем. Просто я тебе заранее говорю, если ты пришел с каким-то умыслом меня на что-то подвести, вывести там, у тебя ничего не выйдет, дружок, я тебе заранее говорю. Почему? Ну, потому что, блински, вообще без вариантов. Что ты хочешь, что? Я уже недавно приводил пример, ребят. Есть игры, которые хочется поиграть, но ты заплати за нее косарь, и тогда посмотришь. А может, я в нее играть не буду? Да насрать разработчикам. Будешь ты в нее играть, не будешь. Хочешь посмотреть, плати 1000 рублей. Вот это я считаю говёный донат. Они имеют право, они тратили время, средства, деньги, разрабатывали, создавали эту игру. Это же не просто так, ёп, люди работают. Имеют право взять оплату за свой труд. Ну, конечно. Кто работает, кто не работает, ребят, посмотрим на вас, когда вы вырастете и пойдете работать за бесплатно. Вы пойдете? А я жить на что буду? А меня волнует, на что ты жить будешь. Вот так говорят, значит, школа-ло, не школьники, подписчики канала, а школа-ло. Донатная помойка, донатная. Им... На что ты будешь жить? Им надо, чтобы все было бесплатно. Блин. И разрабы сделали все бесплатно. Сиди и играй, кто тебе мешает? А почему есть магазин? Ну, ее, батенька, извините. Мне дышать вообще разрешите, господа школьники, аналитики? А почему я не могу сделать магазин в своей игре? Я же должен как-то компенсировать труд и оплатить труд своих программистов, менеджеров, модераторов и бесконечное количество штата и всего остального. А это вообще, ребят, просто избитая, тупорылая тема. Реально, вот эти вот, кто про донаты что-то там начинают, это вот вообще, честное слово. Ладно бы что-то умное, блин, говорили. Но нет, одно и то же. Глупость на глупости и глупостью погоняют. Очень классно сделан продукт. Вот этот вот. Это реально вот в мобильном мире блин. Идеально. Супер. Grim Soul. DOS. И многие другие, которые я снимал. Frostborn. И есть пожестче игры, где есть PvP. Frostborn, Prey. Там вы ощутите в полной мере силу доната. Почему? Там PvP. У нас нету такого открытого ПВК, и это класс, ребят.
Никто вас без донатного игрока здесь не будет вот так гонять, ёб, из стороны в сторону. Идите в PvP игру и посмотрите. И чё? Неправильно, что есть донат в этих играх. Не-не-не-не-не. Ты просто пришел не в ту игру. Вот и вся история. Не иди в такую игру тогда. А без доната можно играть в PvP играх? Я тоже это показывал на канале. Прекрасно можно. Просто не рвись тогда на пьедестал топ-1. Ты там никогда не будешь. Там будет тот человек, которому понравилась игра, как и тебе. И руки у него прямые. И еще бабло есть задонатить. Он там будет в топ-1. А ты там никогда не будешь. Вся история. А если ты на секундочку замечтаешься и вроде бы попадешь, тебя через 2 секунды этот же игрок уже скинет. Он просто вкинет еще больше бабла, чтобы тебя расплющить в щи просто. Вот это Frostborn, ребят. Блин. И Preyday, и все остальные PvP игры. Ну и что теперь? И что теперь? Я долгое время играл, значит, в игру шикарную ММО. Давным-давно, напомню. Lineage называлась. Играл я на сервере Kain, это второй сервер в мире, самая дичь. Люди донатили десятками тысяч долларов. Что я мог без доната им сделать? Ну, я играл вместе со своим кланом, да, и у нас были такие же, кто могут. И что? И мы соперничали, играли, получали удовольствие. Вот, ребят, никаких абсолютно переживаний насчет того, что кто-то что-то донатит. Блин, я не знаю, что за вот такая вот мода насрал дохода пошла, тенденция, значит, у некоторой молодежи напрягаться по поводу доната. Ребят, чего вы переживаете-то, ёп? Мобильные игры вот эти вот с микротранзакциями живут за счет этих донатов, и вы в них играете за счет донатов. Не хотите об этом думать? Не думайте. Хотите? Подумайте на секунду. Вы в эту игру играете благодаря тому, что есть те, кто согласны сюда донатить. Точка. Поэтому мне задавать вопросы по поводу доната — это вообще глупость. Что тут еще-то разъяснять за 9 лет? Уже все выяснили. Демонику. В PvP больше зависит от настроек устройства и т.д. или очень хорошего скилла. Ты что, серьезно, что ли? Так, ребят, давайте, смотрите. Вы помните, я снимал ролик? Ребят, вот кто помнит, реально, вот, блин, вот объясните демонику, что в кратере, чтобы ты собрал нормальную PvP сборку, надо усираться, ёб, играть, это очень сложно. Ты всегда будешь первый, и когда рандом тебе подарит, соберешь экипировку, и чё? Ну и все. А я с донатом, оп, и у меня 10 комплектов. И мы с тобой будем бодаться, но у тебя прочности поменьше. Ты получишь удовольствие. В Last Day, кстати, вообще уравнилово. Frostborn нету такого, и это шикарно, ребят. Не должно быть, ёб, никакого уравнилова. Я не считаю, что оно должно быть. Я хочу развивать персонажа до миллионного левела. И я развиваю. А ты где-то там на 100 тысяч первым. И ты лопнешь, как шарик. Поэтому, демоник, да ладно, не наваливай. Ты чё? Там во Frostborn такие монстры уже есть. Ёп, на него только посмотришь и сразу все отдашь, что у тебя есть. Смысла нету, потому что. Чё, блин? Ну это прикольно, что ты считаешь, что какой-то скилл там что-то может решить. Твой скилл много решит. Если тебе попадется человек с маленьким донатом и без скилла. Но если попадется и с тем, я уже говорил, ничего твой скилл, ёп, не решит. Чё смеяться-то, блин? Там такие уже демоны есть, просто ужас, блин. Сейчас разработчики, когда добавят заточку, или уже добавили, вот это будет дичь. Ну, типа, знаете, там оружие плюс 15, там броня плюс 15, всякие ожерелья, амулеты плюс 500, ёб, и чё? Ну, и, мне кажется, уже есть. Ну, то есть так, чтобы ты вообще, ёб, не мог. Я вот так... О, блин, что там, кто там меня бьет? Блин, мне кажется, там уже есть такие парни, да, об которых вы будете спотыкаться, блин, сколько бы вы ни мучились. Ах, дали самую ценность, ребята, а. Повезло же мне, повезло. Смотрите, 11% шанс. Ладно, блин, в общем, эта тема вообще прям, она не больная, она интересная. Мне просто, блин, вообще, я в шоке. И чё? Я же объясняю, ребят, я тоже играл, блин, в классные проекты. Darkfall, Ultima Online. Ой, блин, вообще,
Этот, как его... Блин, забыл уже. Ну, Darkfall, да. И чё? Блин, я классно играл. Блин, получаю от этого удовольствие, от игры. Это прежде всего. Не надо зацикливаться на донат, не донат вообще. У тебя нет желания, нет возможности донатить. Ну и все, не обращай внимания на тех людей, которые донатят. Просто играй в свою игру. Все. Они тебе никак не помешают жить. Почему? Разработчики ни одной игры в мире не заинтересованы в том, чтобы игрок, который с донатом играет, мешал тому, кто без доната. Почему? Ну, нужна общая массовка. Блин, мы нужны с тобой. Без доната нужны. Чтобы была общая массовка, чтобы, да, движ какой-то изображали. Плюс, люди, которые донатят, им не интересно будет играть, если не будет вот этой массы. Мы с тобой будем стоять в этой толпе и всасывать от этого терминатора, который всех направо, налево десятками будет раскладывать. И чё? Ну, не интересно как-то в массовке быть. Хочется быть избранным. Без проблем, бью. От 2 до 10 тысяч долларов и будешь избранный. Я шучу, ребят. Я шучу, конечно. Сейчас таких ММОшек вообще и не осталось-то, мне кажется. Хотя вот мне часто рекомендуют поиграй. Как она называется? Не Айон, а... Аргон, Армом, Аршмон. Как она вот, которую мне рекомендуют постоянно, ребят. Вот недавно у нас на стриме, да? Поиграй вот эту штуку. Альбион, ёп, Альбион. И чё? Блин, я не поверю, что в этом Альбионе волшебном нету человека какого-нибудь, ну такого волшебного. Он в клане, вы его не видите, но если вы встретитесь, вы будете в шоке. Ваши 10 человек рассыпятся от него от одного, как, блин, не знаю. Да, блин, как тузик грелку вашу десятку порвет. Всех вас. Сколько там играете вы? 10 лет? Насрать вообще. Так, чё, ребят, поехали, еще успеем. Я надеюсь, еще успеем чуть-чуть. На харде, да, побегаем и, значит, закроем эту тему. Блин, что я могу сказать по своим ощущениям, ребят? Ну, интересно какие-то определенные моменты было посмотреть, да? Ну, не так, как за новичка, конечно. Новичку есть что-то, да, собирать. У него есть цели. У этого парня цели нету. Все уже собрано, все сделано. Ничего. Ну и все. Это прям серьезно, да. Поэтому я и понимаю, почему хай-левелов мало. Ребят, хай-левел, если вы пришли хотя бы на стрим, так посмотреть, поддержать. Отдельный привет. Я вас понимаю, ребят. Вот как бы, да, вообще. Все. Ну прям капец, ждем обнову. Что думать-то? Так, 14.03. 45.268. 45.268. 45.268. Ребят, сегодня вышло 2 прикольненьких шот-ролика. 45.268. Напишите свою рецензию, кто видел уже. Просто, к сожалению, естественно, нашлось один-два профессионала. Сказали, что-то как-то, говёно, ты работаешь с ИИ или ну что-то типа того. И чё? Блин, ну всегда находятся такие аналитики, они вообще все умеют. Маша большая, все может, все умеет, да? Блин, мне понравилось, классно. Озвучку по моим критериям. По моим критериям озвучка делается, она не рандомная. Да? Юп, вы 2 вороны видели матерящиеся? Вы что думаете, это разработчик Гримсоула сделал такую дичь? Это я, ёлы-палы, ребята! Вороны в Гримсоуле матами не орут, это я сделал. Вы что, не понимаете, что ли? Или Прикон орет про 30 крышек. Естественно, блин, это не разработчики, они, к сожалению или к счастью, не могут себе позволить такие вольности. А я блогер, я ютубер, я могу, да, и контент он у нас там, в Телеграме, напоминаю, ребят. У нас есть там маты в Телеграме. Блин, давайте на секундочку заторможу, чтобы было понятно. Это что, какой-то баг? Нет, это не баг, ребят. Я коплю. Зачем? Я не знаю зачем. Ну, а вдруг когда-нибудь что-нибудь, да? Оп, 37. Оп, 36. Блин, безобразие. Какая цель? Я не знаю, может 1000 накопить, ребят. Да?
1000 накопить, и тогда открытие. Блин, и вот честно, это максимально будет душнилово неприкольно. Представляете, 1000 модов даже на максимальной прокрутке открывать? Мне кажется, полный отстой. Это как-то надо разнообразить. Вот, ребят, вот скажите честно, потому что нашлись аналитики, я им сердечки ставлю, говорю, спасибо, сделай лучше. А некоторым даже пишу, а ты можешь лучше? И они куда-то ее поисчезают. А я зачем вам пишу, господа монтажеры? Может, мы с вами вась-вась? Ну, в смысле, не сильно близко, на расстоянии деловом. Че вы ее поанализируете-то? Говно! Че попало ты делаешь, че попало? И сразу куда-то исчезают. Ну так давай, научи меня. Че тебе стоит? Нашел время написать мерзость. Давай вперед. Учи, я готов, я открыт, мне не важно, тебе 15 лет, но ты уже в этом дыбаешь. Я у тебя научусь чему-нибудь, если научусь. А если нет, и ты просто пустозвон, тогда просто лучше помолчи ее, честное слово. Енот, спасибо, ребят, и все, кто высказались, огромное спасибо. Я о чем? Ну разве они не прикольнее, чем когда я делаю срезки с видосов? Я понимаю, когда я делаю срезки с видосов, там может быть какая-то полезная, нужная, важная информация, да? Но все-таки, разве недостаточно этой Что творишь? Блин, чудо, через стенку загрелась. Блин, разве полезной информации в роликах недостаточно, на стримах? Я просто реально вот такие вот баламуты, они чуть-чуть путают. Единственное, да, что плохого от них, они путают в результате. Я не понимаю, это реально точка зрения подписчика или это очередной тролль? Поэтому да, ребят, тут надо вам высказываться. Вам ставить реакцию, писать: «Ва, прикол, я угорнул, мне понравилось». По мне так вообще получился максимально кринжовый, значит, лепрекон. Он один в один, как он оригинальный сделан был, да? Ну и вообще сама по себе. Скорее всего, тролли. Ну да, потому что когда вот я ставлю сердечко и спрашиваю, просто спокойно, я не отвечаю обсиранием на обсирание. Я спрашиваю, да? Может, ты мне подскажешь? И что, и они куда-то исчезают, блин. Я, честно, я не понимаю этой говнятины. Я вижу только одно, зависть какая-то, да, там. А на самом деле это все не так просто, как кажется. Знаете, ребят, говорящий хлеб, говорящий апельсин, ёп, лимон, холодильник. Капец, как классно. Ребята, знаете, как это непросто? Да? Да. Это не прям вот. Сделай мне говорящий хлеб. Вот он тебе что сделает. Надо понимать, как оно думает, ёп, чтобы ему сделать правильно. Это не раз-два и готово. А чтобы еще вылетали буковки, шмуповки, и вот это все. Блин, я честно скажу, ребят, это не так просто. Это не раз-два и готово. А кто там скажет вам: да, это вообще, это ёп, это ИИ, короче, ёп, человек там ничего не делал. ИИ сам по себе, он вообще пустота. Делает человек. А ИИ, повторюсь, это просто очень крутой, современный инструмент. Инструменты не работают сами, только в прямых руках. Блинчики. Ёлки-палки. Ну никак. Руки прямые должны быть. Иначе инструмент тебе ничем не поможет. Вот ты взял молоток, а у тебя руки из жопы. Что ты сделаешь? Ты покалечишься этим молотком. Ты не забьешь этот гвоздь. Ты просто покалечишь себя. Не дай бог кого-нибудь еще. Вот то же самое и, ребят. Сам оно не делает ничего. Мне не хочет оно само делать. Гнев. Гнев. Там не было ни одной резкой критики. Для меня это достаточно резкая критика. Типа, что-то не очень, что попало, звук, не звук. А ты вообще с какой целью пришел-то, господин Гнев? Давай я тебе, господин Гнев, сделаю временное исключение на 5 минут. Потому что вот ты уже, да, пытаешься меня, стримера, выставить в каком-то говёном свете. Разве нет? Ты провокатор, чувак. Это факт. Что значит провокатор, ребят? Знаете, вот недавно, значит, мне попался интересный видос.
Мне очень приятно, что взрослые люди оценили ситуацию как положено. Некий парень заходит в магазин, так, и он такой весь правильный, он не матерится и начинает докапываться до мужика, до охранника, который там работает, не за бешеную сумму. И чё? И он начинает его провоцировать, понимаете? Провокатор, он его разводит, если простым языком. Он его разводит, и он развел мужика. Не от хорошей жизни дядя нервничает. И чё? И он выставляет его в говёном свете. Вот это называется провокатор. Хитрожопый провокатор. Кто, значит, под этим чудо-роликом за него врубился? Такие же зеленые и глупые. Ой, капец, охранник неадекватный, пьяный, кричит, матерится. Там надо понимать, что этот шкет, извините меня, просто пришел к человеку на работу и спровоцировал специально конфликт, начал снимать на телефон и всякая такая фигня. Ёп, это вообще, это полное говно. Но я говорю, мне очень приятно, очень многие люди осознали и поняли, что тут не охранник вот этот неадекватный дебил. Да, он себя ведет потом ненормально, он матерится, там орет. Но начал-то кто спровоцировал? Вот этот вот, ёб, чудо-блогер с телефоном, который снимает там про яйца, блин. Ребят, вот реально, я не жду, что там в 13-16 лет ты поймешь этот прикол. Блин, приятно, что взрослые люди все-таки видят картину как надо. Они осуждают там этого дядю-охранника. Потому что, ну а чё, блин, вообще. И такое говно, оно как бы, да, оно распространено сейчас. Вот то же самое, что гнев. Блин, гнев, слушай, знакомый у тебя никнейм. У тебя имя прям капец знакомое. Что мы не первый раз с тобой, чувак, общаемся, да? Если я не ошибаюсь. Вот, я к чему, ребят? Блин, мне лично заходят эти шорт-ролики, вы не представляете. По сравнению вот с этим скучным, блеклой картинкой, нарезка с роликов со своих, они тоже нужны, это прикольно, есть даже мини-гайдики, да, 30 секунд, а я тебе выдал информацию, тебе не надо там 40 минут воды смотреть, я тебе за 30 секунд показал все самое главное. Но, блин, вот такие они, конечно, интереснее, как мне лично, потому что я не играю в Майнкрафт, я играю в Last Day в Grimsoul, для меня картинка важна, мне надо, чтобы красиво было, ребят. Игорь, у тебя стальные нервы. Я бы не смогла столько бегать и не стрельнуть нервом. Блин. Бравирка, спасибо тебе огромное в очередной раз за поддержку, за донат. В общем, гнев, давай, сейчас ты выйдешь из мута. Вот, блин, честное слово. Если ты продолжишь линию свою гнуть, я не буду разводиться, я тебя заблокирую и вся история. Не-не-не, слушай, а мне вот, я стример такая нежная натура. Да, я нежная натура. Я нежная натура. Я с тобой нежен, общаюсь деликатно. Если ты бычку не врубаешь, значит и ты не врубай. А высказываешь свое мнение, скажи конкретно. Не понравилось вот это. Вот это, блин, так прикольно. Вот это не понравилось это. А там, понимаете, человек высказывается, я ему отвечаю, задаю вопрос, и он молчит, просто игнорит и все. Ну как вот это вот расценивать как нормальную точку зрения? А почему ты не можешь мне ответить? Я тебе ответил. Скажи мне, поправь меня. Скажи, где косяк. Почему ты язык-то в жопу сразу прячешь? Это вот так вот нормальное выражение взрослое. Ежик в жопу. Да? Ну или страус голову в песок. Нет, надо как гнев. Гнев. Ты вообще, получается, как подсирало себя ведешь. Вот честное слово. Я говорю нормальным языком. Нашим, да? Нашим пацанским языком. Че ты вот... Я человеку задал ответный вопрос, чтобы выяснить, что не понравилось, чтобы подкорректировать и сделать в следующий раз круто. Он просто забил и все. Значит, чистый тролль, ёп. Примерно как ты. Вроде нет, на первый взгляд, а по факту получается, делом доказываете совсем другое, ребят. Если вы делаете рецензию, и таких рецензий очень много негативных, и куча моих подписчиков, благодаря которым, значит, ушло слово «братюня», которое было и всегда. Мне раз человек сказал, два сказал, нормально, без бычки. Я думаю, блин, да ладно, что, серьезно? Включаю ролик, сижу, смотрю, трачу время на пересмотр, чтобы понять. И мне начинает ухо резать это, и я понимаю, ёпа, правые ребята были.
Реально, что попало. Потом слово ёб. Это паразит. Без Б. Это не завуалированный мат. Это продолжение, значит, нашей старинной русской фразы. Ёб твою. Это матерная разве? Нет. Просто есть люди, которые не поймут, когда будет использоваться мама, да? И это достаточно жестко звучит. Это не матерная взрослая фраза, но она достаточно жестко звучит. Ёлы-палы. Вся история. Но есть, да, есть провокаторы, которые там, у меня завуалированный мат, блин. Да нет у меня завуалированный. Я когда говорю вот так вот, губами шевелю, я не вуалирую ничего, я тебе прямо говорю. Просто, учитывая, что нет матов и меня смотрят несовершеннолетние, я не могу использовать чистый мат. Почему? Ну, я не могу, это полное идиотство. Да, ребенок чужой, значит, сам научится. За него родители ответственны, не я. Вот, поэтому, ребят, вот я просто коротко, да, значит, расклад. А когда какой-нибудь засранец там мелкий, чем-то я его обидел, и он там пытается что-то подколоть как-то, подстебнуть. Блин, ну что, серьезно, ты, шкет, будешь дядю подкалывать? Серьезно? Ты считаешь это нормальным? Я считаю это ненормальным. Вообще. Вот, ты прямо говори, а не подкалывай или пытайся там что-то. Байтит, да? О, есть такое слово, байт. Это когда так хитрожопо пытаются, значит, что-то подколоть. Все, ты отошел, гнев от мута. Ну давай, скажи в свою защиту. Что ты скажешь? Максимально адекватно, и все, я не имею права тебя забанить. Почему? По чисто моральным человеческим принципам внутри себя. Ты понимаешь, что? Я не даю просто так баны. Бывают иногда ошибочные баны, ребят. Я потом связываюсь с людьми, извиняюсь и кидаю разбан. Они могут не принять извинения без проблем. Это право каждого человека. Почему? Ну а как? Если ты, ну я же извинился, а я не хочу твои извинения принимать. Это право каждого, да. Ай-яй-яй. Турборежим включил. Ребята, мы продолжаем тем временем, да. Значит, дрон и верный друг защищают хард-лабораторию. На примере вот этого третьего этажа, думаю, все будет понятно, да. Это хард-лаб, в смысле бункер. Это хард-бункер альфа, ребят. Это, блин, ну, сложная локация. А лаборатория Генезис? Лаборатория Генезис, та же канитель, только подольше, да. Потому что верный друг там не будет наносить. Дрон будет, да, из-за того, что у него модификация. Давайте покажу. Сейчас, когда отойдет, покажу. Бронебойные пули. Из-за одной только моды. То есть, грубо говоря, все, он прошибает, да? А верный друг нет. А когда верный друг будет пробивать? А я не знаю, когда добавят бронебойные когти ему какие-нибудь, тогда и будет. Я сегодня в начале стрима, да, показывал вот эти все маски, всю фигню. И там была какая-то такая штука. Вот, возможно, если вы этот скилл выбьете, то собака будет как бы бронебойная. Ну, то есть она тоже будет пробивать бронированных, да, негодяев. В лаборатории Генезис, к примеру. Печка, как ты относишься к черешне? Это как вишня, вкусно. К блогеру ровно отношусь. И ко всем абсолютно. Которые делают свое дело, снимают контент для своих подписчиков. Как я могу относиться к ним? Они снимают. А как можно вообще относиться к блогеру, который игры компьютерные снимает? Вот как можно к этому человеку плохо относиться? Я честно, я не понимаю этого. А что делает плохого блогер, который снимает игры компьютерные? Я согласен, можно поспорить, если блогер заряжает стримы, да, и на стримах не всегда речь о играх. Тут уже можно, но опять же, ну вот как у нас, как у меня, да, а так по факту, блин, меня один и тот же вопрос спрашивают. Как ты относишься? Блин, повторюсь, я ровно отношусь, ровно. Они ничего плохого не делают, они снимают игры, ну что плохого они делают? Они не спекулируют на каком-то говне, каких-то новостях, не желтую какую-нибудь прессу выдумывают про людей парашу. Они не воруют чужой контент. Есть такие, да, засранцы, блин, которые за счет чужого, значит,
названия, там, делают контент и продвигаются за счет, ну, понимаете, да, с эти, как их там, паразиты, которые присасываются, как пиявки, вот. Черешня, Михалыч, Воробей, блин, вот всех перечислить. Потом такой блондин, парень такой блондин, забыл, блин. Ну, блин, чё, ну снимают и снимают, не понимаю вопроса, опять же. Как ты к нему относишься? А ты что думаешь, я как-то буду негативно к нему относиться? Почему? Почему такие мысли вообще стрёмные-то, неприятные в голове? Ну, я бы сказал, мерзкие. Почему я должен к нему плохо относиться? К этому блогеру. Потому что он тоже снимает лаздей, и он типа мой конкурент. Да брось ты. Это ж хорошо. Если бы их не было, тогда бы я, наверное, снимал хуже. Да, ребят? Почему? Ну, эта штука такая стандартная, да? Если у тебя в городе есть только производитель один колбасы, ему не с чем сравнивать. Вот он делает ее по эту колбасу, рога и копыта, все ее хавают и все. Но если появится второй производитель колбасы, они будут конкурировать между собой. И это хорошо для нас с тобой, потому что она будет вкуснее, дешевле. Вот то же самое и здесь, значит. Поэтому, блин, вообще. Как я, лучше бы спросил, как я отношусь к кликбейту, там еще какой-то фигне. Максимально не люблю. У меня очень много, мало точнее, контента, где хоть какой-нибудь вот этот кликбейт целенаправленно, да, был сделан, а не то, что не понял человек. Что вот я говорю про золото, и оно есть. Но ему надо было, чтобы я ему показал, как миллиарды сделать, а я не показал. Значит, кликбейт. И у меня очень мало такого, да, на грани контента. Есть блогеры, которые используют это вообще, не стесняясь ничего, и насрать им. Сплошь и рядом. Я к кликбейту отношусь не очень. Почему? Ну, блин, это же как, блин, нечестная игра, типа того, и соперничество. Но опять же, с другой стороны, но если подписчики смотрят эти кликбейты, и они в восторге, значит, им это нравится, значит, им это и надо. Вот и вся история. А тому, кому не надо, да, чтобы ему по ушам ездили, ну, он не будет смотреть этого блогера. Соответственно, как можно к этому плохо относиться? Вот я так и отношусь. Абсолютно ко всем блогерам. Не вижу ничего вообще, чтобы мне, значит, как-то их там не любить. Мне не нравится, только повторюсь, те говноеды, которые за чужого контента что-то ее делают. У них мозгов нету, чтобы самому придумать. Они чужой воруют, переделывают. Вот таким говном занимаются. Есть такие, конечно, ребят, есть целые сетки каналов, где вообще человек дебил дебилом. Но он узнал, значит, нет, он отчасти даже профессионал в своем деле. Почему? Он знает, как вести эту сетку каналов. Представляете, сетка каналов из 10. И в каждом канале там сотни тысяч подписчиков. И 0 контента, который принадлежит этому человеку. Он ворует, переделывает, красиво переделывает. Что даже робот сверх ИИ. Ёп, кто? Алгоритмы Ютуба, это что? Это ИИ. Но такой ИИ, что обосраться, такой в доступе никогда не будет. Для вот просто для тебя, для меня, никто его не откроет. Тот же самый ИИ, просто ну очень жесткий. И что? И даже вот этот супер ИИ не может понять, что это сворованный контент, просто переделанный. Потому что переделывают максимально идеально. Я уже про этот момент говорил. И это, кстати, тоже, ребят, скилл, да? Велосипед придумали давно. Возьми эту идею, но сделай лучший велосипед в мире. И все. Зачем тебе его выдумывать? То же самое и с Ютубом, и со всем остальным. Все вокруг тебя есть. Возьми, если ты не гениальная личность, да, переделай и сделай это качественно, круто и вперед с песней. Но тут просто проблема в том, что это же не так просто. Взял и сделал. Это ух. Поэтому, когда делает какой-то аналитик диванный и рецензию, значит, я его под диванного подписываю, если ты не продолжаешь диалог. Ты просто высказался и забил, значит, болт.
Это не прикольно. Я тебе ответил, я у тебя спросил. Ну что, тебе сложно, что ли? Ну подскажи, что конкретно тебе не понравилось. Нет, это вот просто вот зашел на 5 сек, да, пернул что-то там и убежал. Ну как вот, ребят, почему мне это должно нравиться? Что такое вообще? Где? Вот это вот. Что за помойка? Ха-ха-ха, блин. Почему вот эти все штучки здесь лежат? Пойдемте отдадим дискету, да? Блин, я не знаю, ребят, может я ошибаюсь, поправьте меня прямо на стриме. Я же не прям молниеносного жду ответа. Я понимаю, работы, учебы, заботы, садик, да, могут в интернете сидеть, а еще в садик ходить. Конечно, могут, 7 лет, да, последний годик, и он уже строчит аналитические эти комментарии в 7 лет. Почему нет, ёп? Дети сейчас прогресс прет, да, дети уже вот такие монстры, они в 7 лет уже ёлы-палы соображают. И цифровые технологии для них это легче, чем жопу вытереть или шнурки завязать. Вот. Я понимаю, в любом возрасте ты можешь быть занят, я подожду. Но когда проходит время и ты просто игноришь, то есть ты исчез с канала. Кто ты для меня? Ты просто пришел, написал коммент и ушел. Все, и насрать тебе на это канал. Ты подсирала. Это называется среди нормальных людей подсирала. То есть тебе безразлична вообще судьба этого ролика, канала. Но тебе надо, ёб твои 3 копейки ставить. Либо тролль. То есть ты лазишь просто по интернету, выискиваешь то, что тебе не нравится, лишь бы похейтить, потроллить. Ну как, что я говорю неправильно-то? Как еще можно понимать этих людей? Нет, ты периодически смотришь канал. Ну тогда отвечай, когда тебе задают вопрос. И подобные мне тебя не будут подписывать ни под кого. Подписывать это вообще некрасиво, да? Ну то есть без человека взял ты его и определил под кого-то там. Я только агрессивных негодяев так делаю. Да, ну вот у меня, вот мужчина к нам. Я не пытался провоцировать конфликт. Блин, надоело на самом деле про тему троллей продискутировать. Я задал, блин, вопрос ребятам, кто приходит на стрим. Как вам зашел, ребят, не зашел. А ты, понимаешь, вот вставил вот это свое. А почему ты? А зачем? Я так решил. Я решил, что этот человек что-то пахнет на каким-то троллем, не троллем. Исходя из... Слушай, чувак, вот если ты нормальный человек, гнев 2077, ты за кого врубился-то? Либо ты сам за себя врубился, либо ты уже должен был понять, что ты не прав. Я же подождал. Я не агрессировал ни в коем случае. Я спросил его сразу. И между делом, когда я сказал, что я забанил, я не забанил. Ни одного, ни другого. Ты можешь их найти на канале. Где ты видел, что я их забанил? Вот этих, о ком я распылялся и говорил, что это тролли. Почему? Потому что не было мата, не было ничего такого, за что мне надо быстро его удалить, чтобы он не портил, значит, времяпровождения моих подписчиков в интернете, когда это касается канала Печка ТВ. А то, что ты в мою сторону там плюнул, ну я вот так вот сделал, и все, да? Почему? Ну, 9 лет уже, ёб, на ютубе. Знаешь, сколько таких, как вы? Очень много. И что теперь, на каждого переживать, что ли? А вот если ты начнешь постоянно, да, систематически подсирать там, что-то делать, ну, мне придется, я буду вынужден тебя заблокировать, ёб. Опачки! Вот так вот, да? Меня зомби бьет, а видите, приспичило. Блин, что, серьезно, что ли? Наверное, такие моменты были, просто раньше я их что-то пропускал, да? Почему? Мы всегда заняты, мы куда-то бежим, стремимся. Но момент жизненный, реально. Игорь, привет, хорошего стрима. Айзенборг. Ай-яй-яй-яй, Айзенборг, ну это же вообще капец. Айзенборг, я тебе желаю как можно быстрее с батей помириться. Вообще, ребят, старайтесь с родителями не ссориться. Ёлы-палы. Почему? Никто не знает, когда финал этой жизни у каждого из людей. И не дай бог вы будете в ссоре, и вы никогда уже в жизни не сможете извиниться, сказать, что ты своего близкого человека любишь. А ссоры в основном всегда из-за какой-то фигни. Ёп, самое ценное это те, кто рядом с вами.
ваш круг семьи. Я понимаю, я вообще, да, мне палец в рот не ложи. Но я достаточно быстро себя успокаиваю, стараюсь отходить и мириться. Потому что, блин, не дай бог вот так попадется Айзенборг, это ж капец. Исправить уже ничего не исправишь. Поэтому мирись давай. Забивай ты на какие-то непонятные вещи, мирись. Мирись и больше не дерись. Это ж батя, елы-палы, ну ты чё? Есть такая актриса, да, там, блин, я не помню ее имя, даже помнил бы, не сказал. И вот она там, я помню, попалась давным-давно что-то. Она гордилась, что она там с мамой поссорилась и не разговаривает с ней там лет 15. И там какая крутая, самостоятельная, бабки есть, это купила. Ёп, родители не выбирают, а гордиться особо нечем. То, что ты там сделал бабла, не бабла, а при этом самого главного у тебя нету, ну, наверное, много кто скажет, ничего, какой ты крутой, какая ты крутая. Но есть люди, которые тебе, как я, не просто скажут, что ты не крутой. Мне тебя жалко. Блин, реально. Себя пожалей. Блин. Мне жалко таких людей. Почему? Ну, потому что есть кое-что поценней в этом мире, чем благо и все остальное. Тем не менее, каждый взрослый человек стремится, да, к этим благам. Это абсолютно, ёб, нормально. Почему? Ну, потому что это ответственность. За кого? За деток. Породили? Все. Значит, надо поднять. А как? Сами по себе пускай. Как полынь, да, в поле. Туда покатился, туда не-не-не. Полностью обеспечить, воспитать, внести все, что надо в него. Дальше он будет корректироваться обязательно, потому что он такой, какой он есть. И ни одно воспитание, то, что у него внутри, ничего. Но направляющую-то, да, он не свернул не туда. Мама с папой, да, ну и все. И чё? И вот, значит, мама с папой, даже пускай и мы вообще все с косяками, поэтому, Айзенборг, ты чё? Мирись с батей. Как? Я не знаю, это не мое дело. Ни один человек не может вылезть и дать тебе совет. И самое главное, не слушай ничьих советов. Это же вообще идиотизм. Когда дело касается семьи, тебе никто вообще не указ, и никто тебе ничего хорошего не посоветует. Ты сам должен это понять. И тут понимать особо-то в принципе нечего. Если ссора и возникла, повторюсь, ну есть такое, и что поделать. Надо как можно быстрее отдуплиться, голову из жопы достать и помириться. Как бы там тяжело не было. Как-то так. Вот, ребят. А в оконцовке стрима, у нас стрим уже заканчивается, ящичек мы не будем сейчас открывать. Ну, что вы там не видели? Я что хочу сказать, ребят. Всем хороших выходных. И да, берегите родителей своих. Ребят, кто помоложе смотрит стрим, но при этом вам уже не 10 лет. И в 10 тоже. Берегите маму с папой, они не вечные. И вы, у вас еще все впереди, а они быстрее. Поэтому как можно меньше надо ругаться, ссориться и конфликтовать. Ёп, у меня тоже было этих конфликтов немерено. Но я как-то достаточно рано осознал, что так, не затягиваем, да. Если и возникло, значит надо побыстрее, значит, снять вот это говно. Потому что негатив, он как бы фигово сказывается на сердечке, особенно взрослых людей. Даже вот просто негатив, ругань, ссора, да. И чё? Блин, отнимает часы, дни, года, возможно, даже жизни. Поэтому меньше, ребят, ругайтесь, тем более в кругу семьи, честное слово. Огромное спасибо всем, кто был на стриме. У нас 1,5 часа нормально, а потом, да, пошел какой-то разбор полетов про троллей. Почему, ребят? Максимально скучно играть за персонажа. Блин. Реально нечем заняться. Только челленджи разве что и помогали. Но мы их посмотрели очень быстро. Поэтому да, ждем обнов. А пока обнов не будет, будем все-таки за новичка продолжать играть. Потому что я, как топ-левел в игре, говорю, и реально нечем заняться. Просто нечем. Огромное спасибо всем, кто был на стриме. Отдельное... Да ладно, гнев, забей, короче. Все, проехали, чувак. Не хочу даже читать.
Ты просто врубился, непонятно за что, не разобравшись, и я не понимаю такой фигни. Вначале разберись. Отдельное спасибо, конечно же, нашим модераторам и всем, кто продолжает поддерживать донатами. Огромное спасибо за поддержку. Завтра, ребят, у нас будет небольшой видосик. Это все-таки не стрим, да? За моего персонажа. Полный расклад про эту шанс-машину, да? Шанс-машина? Как она называется? Ну, шансомат, вот. Шансомат. Ну и ролик по Гримсолу, не знаю вообще, будет, не будет. Всем хороших выходных, ребят. Ждем обновления. Болот. Ждем, значит, не болот, ну и неизведанные территории. Они уже скоро будут, да, обновление 1.47.0. Пока-пока.